ни к чему. Знаешь, ты без слов, тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. Эх, и опять напрасно, и опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, и все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя ни одному совсем ни к чему. И снова седая ночь, только ей доверяю я. И снова седая ночь. Друзья, надеюсь, вы вместе с нами сейчас зажгли это утро с самым ярким настроением. Даниил Савеня, огромное спасибо за талант, за темперамент. Пошла энергия, пошла вода горячая. В общем, пошло все, что нужно с утра пораньше, эти эмоции. И мне кажется, что накал страстей нас ожидает сегодня, это уж точно. А чтобы быть, ну, совсем конкретными в этой информации, то мы бы хотели вам рассказать, что вас ожидает, дорогие друзья, на протяжении 3 часов самого прямого эфира. Прямее уже не бывает, мне кажется. Да, это точно. Итак, 6:06, время загадывать желание и планировать ближайшие 3 часа. Ну, во-первых, мы с вами приготовим вкуснейший завтрак. Самым оригинальным рецептом булочек из слоеного теста с фаршем поделится Анатолий Моисеев. Ну и, конечно же, сделаем зарядку для бодрости. Нас ждет разминка с профессиональным бойцом ММА Кириллом Грищенко. А еще побываем в автомастерской, узнаем тонкости профессии Евгения Петренко. Он слесарь по ремонту автомобилей в компании по вывозу и переработке отходов. А еще раскроем невидимые грани, увидим, как представляет окружающий мир молодая, но незрячая художница Инна Корсак. Но ведь, столкнувшись с серьезным заболеванием, многие, правда, замыкаются в себе и теряют веру в собственные силы. Однако вот в такой непростой ситуации крайне важно просто не опускать руки. Современный мир настолько разнообразен, что при желании каждый может найти свое место. И сегодня, к слову, к нам в студию под наше солнце заглянет Елизавета Чернявская, которая своим примером доказывает буквально ежедневно, что вот протез не мешает ей полноценно жить и творить, быть примером для других. Но кроме этого, выйдем на связь с Гомелем, узнаем, кто стал почетным гражданином этого города. И по традиции среды с Машей Хрусталевой обсудим самые перченые новости из мира медиа. А в завершении эфира на нашей концертной площадке ждем Юлико с премьерой песни «Толока». Мне вот известно, что толока, это, знаешь, когда в давние времена буквально все деревни делали какую-то работу. Да, например. Или игра есть такая еще, «Толока». Вот тебе какой вариант игры больше нравится, чем работа? Мне кажется, что наши эфиры — это всегда что-то на грани реальной жизни и игры. И толоки. Хороший Это смысл правда, слова. да. Друзья, ну а теперь давайте все вместе будем готовить обещанный завтрак вместе с нашим... Доброе утро! Надобится слоеное тесто, фарш, лук, укроп, петрушка, майонез, сыр, соль и перец. Выкладываем мясной фарш в миску. Нарезаем лук мелкими кубиками и отправляем к нему. Туда же добавляем измельченную зелень укропа и петрушки. Вбиваем одно яйцо и добавляем пару ложек майонеза. Солим и перчим по вкусу. Натираем в начинку твердый сыр. Хорошо перемешиваем. Юное тесто немного раскатываем. Выкладываем начинку и распределяем ее равномерным слоем по всей поверхности листа. Сворачиваем в плотный рулет.
Режем на порционные кусочки по 3-4 сантиметра. Выкладываем в жаропрочную форму на расстоянии друг от друга. Смазываем взбитым яйцом, чтобы получить румяную корочку. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Булочки из слоеного теста с фаршем – это не просто выпечка, а рационально собранный завтрак. Белки из мяса и сыра, углеводы из теста, свежесть от зелени и удобная порционная форма. Такой формат сочетает насыщение, вкусовую выразительность и практичность подачи. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита! The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it all. Say, not in a shy way, oh no, my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of harmonies. The record shows I took the blows and did it my way. Гостиницы, кафе и рестораны, спа-центры, аренда офисов. Сеть гостиниц и ресторанов «Виктория». Добро пожаловать! Фитолакс – послабляющее средство с фруктовым компонентом. Жевательные таблетки Фитолакс не требуют запивания. Фитолакс от компании «Эвалар» в помощь кишечнику. При насморке кажется, что у тебя очень большой нос. Это можно исправить. Ксинозол помогает устранить отек слизистой оболочки носа. Ксинозол – местное средство для лечения различных видов ринита. Легенди стараються не випадково. Їх треба на свої очі розглядати і шмат разів повторять. Музей Мінського бровара. Історії, які стали легендами. Доппельгерц магния цитрат 400 с витаминами С, В6, В2. Источник суточной нормы магния для взрослых. Доппельгерц. Сила двух сердец. Когда хочется легкости в ногах. Все средства хороши. Венолекс 1000 увеличивает тонус вен, уменьшает растяжимость вен и венозный застой. Венолекс 1000 в комплексной терапии венозно-лимфатической недостаточности. На каждом праздничном столе неизменна традиция – боржоми. Боржоми помогает наслаждаться любимыми блюдами и дарит чувство легкости после еды. Открой, насладись, ощути легкость. Боржоми. Идеальный цвет. Подпись красоты. Эстель. Покупай как царица в Черную пятницу на Озон.
Фильтр кувшин Аквафор от 11 рублей. Чай зеленый Церемони от 9 рублей. Пятновыводитель Елизар от 18 рублей. Вопросы порешаем. Стену покрасим. Картину повесим. С ребенком погуляем. Планы построим. Друзей встречаем. Встретились, попинаем. Устали? Бульварим? Побульварим. В кастрюлю засыпаем. 5 минут ожидаем. Мясо и много бульона внутри уважаем. Бульварский. Голод побеждаем. Поменяйся синим! Да! Эмоции заряд! Играем 3 в ряд! Белбет — новая механика! Заходи и играй в легендарную игру! Доброй раницы, Беларусь! Доброе утро! Наша любимая страна продолжается. Бодрящий, прямой утренний эфир. Давайте-ка сверим координаты. Сегодня 3 декабря, среда, на часах 6:15. И вы знаете, друзья, церковь в этот день вспоминает святителя Прокла. А в народном календаре называют еще этот день Проклов. Наши предки подмечали, теплая погода сегодня – это к мягкой зиме. И вот, честно говоря, что-то мне подсказывает, что сугробов этой зимы мы прям не дождемся. Ну, не в декабре, по крайней мере, точно. Потому что погода в последнее время буквально шепчет. А на сегодня обещано повышение температуры. Все подробности моей коллеги Нины Мажейко. Нина. И ты знаешь, дорогая Оля, вообще, когда такая история наблюдается и повышается резко температура, то мы точно понимаем, что нас ожидают спецэффекты. Какие в этом сезоне? Ну, разумеется, туманы. Вот насколько они будут туманными, эти туманы? Давайте посмотрим на температурную карту и с вами сделаем выводы. Ну, например, прямо сейчас в Минске с утра пораньше 0 градусов. Кстати, это самые последние синоптические показания нашего Белгидромета. По ощущениям, это 0. И до +4 воздух прогреется сегодня днем в столице. В Бресте +3 с утра пораньше, +6 днем. Северная столица нам тоже показывает нолик. В общем, здесь мы сравнялись. Столица культурная и столица официальная. И до +3 днем будет в Витебске, в Гомеле. Обещают осадки. Вот гомельчанам мы советуем сегодня взять зонтики. Кстати, возможно, осадки будут в виде мокрого снега. Ну, посмотрим, поживем, увидим. До +5 сегодня днем в Гомеле, в Гродно +2, +4 днем. Вот такие небольшие качели. И в Могилеве +1, +4. Ну что ж, судя по тем народным приметам, Оля, о которых ты рассказала, действительно, зима будет не очень суровая. Ну, собственно говоря, я, как не любитель Большой Морозов, радуюсь этому факту. Надеюсь, что все-таки будет, все-таки совпадет. Но куда страшнее, мне кажется, туман в голове. Надеюсь, с этим все у вас хорошо. Вы прям проснулись, уже чувствуете какую-то ясность. А мы абсолютно точно знаем, что сегодня и правда ожидается туман на дорогах столицы. Нужно быть очень осторожным, потому что, ну да, неблагоприятная обстановка. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, как минимум дистанцию и скорость, дорогие водители. Ну и здесь лишним не будете задать вопрос нашим уважаемым автомобилистам. А вы уже поменяли летнюю? Уже поменяла, причем сделала это давно, дорогие друзья. Поэтому я еще летом, да? Предлагаю, ну практически, я предлагаю вам, как это, готовь сани летом. Вот это хорошая поговорка, которая работает. И предлагаю то же самое сделать нашим телезрителям. Напомним, что с приходом декабря вступает в силу соответствующий пункт правил дорожного движения. До марта на машинах должна быть специальная зимняя резина. За ее отсутствие можно получить штраф. Берегите себя и своих близких. Что тут можно еще Ну, сказать? и говорят, что нужно протектор смотреть, да? То, знаешь, бывает, да, что, у меня зимняя резина, а протектор давно уже стерт. Поэтому будьте и в этом вопросе тоже щепетильны, потому что сотрудники ГАИ проверяют и этот важный момент. Не экономьте на своей безопасности. И здоровье, в том числе, давайте, друзья, ученые из университета Делавера, США, мы поговорим о здоровье сейчас, выяснили, что даже непродолжительное по хранению долгосрочной информации более эластичным. А это способствует значительному улучшению памяти. То есть ты, смотри, получается, не забудешь, когда ты с ней познакомился, в какой день. Святой день для девушек, да? Или когда у вас там юбилей какой-нибудь. Сколько плюсов сразу открывается, когда у тебя хорошая память. Это правда. Поэтому поднимаемся с кровати и прямо сейчас разминаемся вместе с, знаете, с кем? С профессиональным бойцом ММА. С таким, мне кажется, не забалуешь. Давайте начинать прямо сейчас вместе. Ну что, по стойке смирно, как там? Ох, надо готовить. Поехали. Доброе утро! Давайте найдем в себе силы и буквально пару минут для выполнения качественной разминки. Мы уже начинаем.
Сегодня новый день. И Новый день, новый комплекс. Новый комплекс. И первое упражнение, оно будет такое разгильдяйское, можно сказать. Мы выстроим ноги, опять же, на ширине плеч. И начнем смещаться на одну ножку и закручиваться, как будто себя бить. Вот прямо хлопать и разворачиваться корпусом. Бам! Максимально расслабились, потянули позвоночник, все это межреберные мышцы растягивается. И мы просто вот минутку стоим и перекатываемся с ножки на ножку. Ничего не хочется, кто-то скажет, да ну, нет сил у меня совершенно выполнить утреннюю разминку. Ребят, мне кажется, это лучшее, что можно сделать с утра пораньше. 100%. Просто включим себя, уберем все зажимы с ночи. Ну и зарядимся на предстоящий, для кого-то тяжелый, для кого-то, может быть, не очень день. Следующее упражнение. Ноги у нас уже будут неподвижны, но берем руки, зажимаем сильно кулачки, как будто подтягиваемся и сбрасываем. Подтягиваемся и сбрасываем. Поехали. А мы подтягиваемся так, чтобы наши... Прямо сводим лопатки. Да, все. И лопатки, все свелось. Все вот как будто вот хотите встать и вот подтянуться. Растягиваем тоже наши грудные. Пресс включается. Легкие дышат. Целую минуту. Но не делаем это быстро, чтобы у нас не закружилась голова. Она, может быть, от гипервентиляции закружится? Когда быстро будем дышать, да, мы тут выдыхаем хорошо. Может такое случиться, поэтому никуда не спешите, спокойно, минутку. Я слышала такую версию, что бокс действительно отключает нас, и можно к психологу не ходить, а немножечко поработать с грушей. 100%. Даже скажу из своего опыта, и плюс также я тренирую, ко мне приходят люди. И это помогает снять стресс какой-то, сбросить эту негативную энергетику, и потом люди после тренировки такие, фу, как кайфово, теперь я спокойно, там уходят. А можно говорить о том, что боксеры это действительно одни из самых спокойных спортсменов? 100%. Даже мухи не обидят. 100%. Но разомнут качественно, мы продолжаем. Да. И последнее наше упражнение на сегодня, это будет просто вот прыжки такие, как полупрыжки на месте. Все максимально расслаблено. Отрываемся. Да. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До встречи в следующих выпусках. Yanlış
Каждый раз, когда я слушаю эту композицию, Оль, честно признаюсь, я как будто скачу на невидимом коне. И вот мне кажется, что самое время и нашим телезрителям пожелать всегда быть на коне с утра Тоже пораньше. подсесть на коня, да? Особенно, да, ну в хорошем смысле этого слова, исключительно. Ну а если раскрывать тайный смысл той песни, которая только что прозвучала в нашем прямом эфире, Хума — это мифическая птица, счастье, символ света и силы, которая оживает в той самой композиции. А вот этим утром вам помогают оживать Ольга Венская и Нина Можейко. На календаре среда, и это 3 декабря. Да, подсаживаем вас на коня, такого, на хорошего. Друзья, у нас, знаете ли, хорошие новости из Франции для вас есть. Давайте-ка обсудим их. Картина художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которая считалась утерянной более 400 лет, продана на аукционе в Версале почти за 2,5 миллиона евро. Вот это Внушительная цифры. сумма. Художник написал ее в далеком 1613 году. Произведение не отличается привычной для его творчества масштабностью. Это камерное и мрачное полотно на дубовой панели. На нем изображен распятый на кресте Христос на фоне темного неба. На заднем плане виднеется Иерусалим. Тема смерти и религиозного смирения сделала шедевр менее интерьерным, поэтому, скорее всего, он предназначался для коллекционера-ценителя фламандского искусства. В 2024 году картину случайно нашел аукционист Жан-Пьер Ассена в одном из парижских особняков, которые готовили к продаже. Вот это был сюрприз, можно сказать. Он передал полотно на экспертизу, которая установила его подлинность. Имя покупателя пока не раскрывается. Как правило, в таких больших громких покупках имя покупателя – это большая тайна. Но я точно знаю, кто знает имя этого человека. Вот тот самый мужчина, прекрасный, импозантный, который все время звонил по телефону. Вот на видеокадрах, которые нам демонстрировали на нашем экране, было видно. И вот интересно, что он ему говорил? Он говорил: добрый вечер. Мы идем к вам. Картина должна быть нашей. Делай ставки. Картина наша, делаем ставки. Ни в чем себе не отказывай. Ну, ты знаешь, самое главное, чтобы эта картина и вообще те предметы искусства, которые, возможно, вы коллекционируете, делали вас счастливее, приносили какую-то добрую энергию в ваш дом и в ваше мироощущение. Как ты думаешь, эта картина, она принесет такую добрую энергию? Я думаю, да. Самое главное, человек, который приобретает такие дорогие достаточно предметы искусства, явно ценит не материальные какие-то истории, хоть и понятное дело, что он платит своим рублем, но больше относится к духовной жизни, и это очень здорово. Ну, и на этом, кстати, можно хорошо зарабатывать. Эта картина может гастролировать по всему миру, из музея в музей, да, и, соответственно, данный покупатель будет компенсировать расходы. И тот случай, когда, знаешь, духовное совмещается с материальным, как и все в нашем мире. Да. Давайте продолжим эту культурную тему. 100%, тем более сегодня стартует акция «Неделя доступной культуры». С 3 по 7 декабря люди с инвалидностью могут бесплатно посетить музеи и библиотеки, включая Национальную библиотеку Беларуси, тактильные экскурсии в Музее истории Великой Отечественной войны. Ну и кроме того, непосредственно сегодня, когда и отмечается День инвалидов, пройдет единый день консультирования по вопросам государственной социальной поддержки людей с инвалидностью. Также по всей стране белорусам будет предоставлена возможность получить бесплатные консультации по юридическим вопросам, удостоверения завещания, оформления доверенности, наследственных прав граждан и так далее. Ну а теперь убедимся, что инклюзивное искусство развивается у нас в стране. Как стираются невидимые грани, наблюдал наш корреспондент Матвей Личонок. Искусство позволяет видеть невидимое, как говорили великие. Оно исходит из сердца, и остановить творческий порыв невозможно. Именно эту мысль транслирует молодая незрячая художница Инна Корсак через экспозицию «Невидимые грани», организованную Белорусским союзом женщин в рамках инклюзивного проекта «Другая глубина». 2 года, как создан этот проект, и мы не ожидали, насколько он станет масштабным, широко известным в разных уголках Беларуси. И впервые в этом году выставка картин нашей художницы Инны Корсак происходила именно здесь, в Первом национальном торговом доме. Инна Корсак – это очень сильный духом человек, который ранее до этого был 10 лет инженером-технологом. И после случившегося с ней недуга она нашла в себе силы начать жизнь заново. Для художницы эта выставка символизирует своеобразный мост между незрячим человеком и зрителем. Ведь здесь посетитель может не только прочувствовать, но и увидеть, как ощущает мир Инна Корсак. Нас, простых зрителей, заставляет задуматься, что рядом с нами живут люди с уникальным восприятием мира, совершенно другой глубиной душевной, наверное. Ну и прежде всего учат. Учат стойкости, учат имеющемуся у них твердому стержню. Это не люди с ограниченными возможностями, это люди с безграничными возможностями. И вот сегодняшняя выставка – это подтверждение.
Техника автора уникальна. Искусственный интеллект помогает художнице узнавать, какие цвета перед ней. Она наводит камеру смартфона на тюбики с краской, голосовой помощник называет цвет. Ну, например, какие-то вещи я рисовала губкой. Обычные губки для мытья посуды. Изначально, когда я беру холст, сначала пытаюсь прочувствовать размер холста. И дальше, уже имея какое-то представление о параметрах, допустим, холста, я делаю разметки себе скотчем, наклеиваю, где-то заворачиваю. Потом я ее убираю. Дальше, после высыхания, я, например, заново делаю какие-то разметки. И так повторяется столько раз, сколько слоев запланировано на картине. Кстати, тематика работ максимально разнообразна. Здесь и пейзаж, и объект, и изображение человека. Это история о трансплантации. Здесь я изобразила швы, шрамы человека, которые происходят после трансплантации. И я сама прошла через это. И когда проснулась после такой операции, то ощутила вот этот шов у себя на теле. И я не могла ни с кем об этом поговорить, поделиться. О моральной и физической боли автора напоминает красная окантовка холста. Еще одна картина посвящена космосу. У меня здесь есть разметка. Я ее чувствую рукой. Вот здесь вот эта черная дыра, которую я пыталась изобразить. Но это про неизвестность. А вокруг происходит что-то всегда важное и новое. И вот сейчас люди очень часто интересуются космической темой, да, а для меня космос в самом человеке. Инклюзивный проект «Невидимые грани» тонко напоминает обычному зрителю, что есть мир, который мы увидеть не в силах. Этот мир скрыт от нас, как и грани Инны Корсак, которая своим творчеством помогает понять, каково это – видеть и чувствовать иначе. Снова я вижу, как будто во сне тень от кулис, зал наш спектакль, будто совсем гравитации нет. Здесь я парю, только не снимаю маску. Сердце не тронь, это все напрасно. Куклы, фарфор, хрустальные слезы, розовый мир, и все в нем так просто. Но я жива, как мотылек, полечу на любовь. Пусть будет больно, но это значит, я свободна. Мой
Ваше мнение имеет значение. Мы там, где вы едете, работаете, отдыхаете. Читайте, слушайте, смотрите. Только проверенные факты, авторитетное мнение, откровенное интервью. Издательский дом «Беларусь». Сегодня у нас общие интересы. Доппельгерц магния цитрат 400 с витаминами С, В6, В2. Источник суточной нормы магния для взрослых. Доппельгерц. Сила двух сердец. Заслуженная артистка России Марина Девятова отмечает свой день рождения большим сольным концертом в Минске. 13 декабря. Концертный зал «Минск». Айсберг по курсу. О нет, нам грозит кораблекрушение. Ну все, приплыли. От першения и сухости в горлышке фитоспрей. Натуральные масла уменьшают сухость, дискомфорт и раздражение в горле, облегчают глотание. Фитоспрей при першении и сухости в горле. Встречаем Мишки Авалар спокойствие для ребятишек. Мишки Авалар спокойствие, иммунитет, омега-3 и другие Мишки Авалар с натуральными соками в аптеках городов Беларуси. С 13 декабря впервые в Гомельском цирке грандиозное шоу Ги Эрадзе «Бурлеск». 33 77 89. Категория 0+. Еда, телевизор, книги, интернет не помогают быстро уснуть. Меласон ускоряет засыпание и улучшает качество сна. Препарат не вызывает ощущения вялости и разбитости, не вызывает привыкания и зависимости. Меласон – эффективный лекарственный препарат при нарушениях сна. Фитолакс – послабляющее средство с фруктовым компонентом. Жевательные таблетки Фитолакс не требуют запивания. Фитолакс от компании «Авалар» в помощь кишечнику. В эти новогодние праздники А1 дома со скидкой 70%. Подключайте тарифный план «Все в дом Анлим» всего за 14 рублей 70 копеек в месяц. И забирайте смартфон со скидкой. А1. Один для всего. На каждом праздничном столе неизменна традиция – боржоми. Боржоми помогает наслаждаться любимыми блюдами и дарит чувство легкости после еды. Открой, насладись, ощути легкость. Боржоми. 5 за 5 и 5 – это не сон, а суперкупон. Каждый день только Бургер Кинг. Красный, право, поменяйся с синим. Да! Эмоции заряд. Играем 3 в ряд. Белбет новая механика. Заходи и играй в легендарную игру. Доброе раница, Беларусь, доброе утро, наша любимая страна, просыпаемся. И, кстати, 6:38 на наших студийных, мы-то с Ниной Можейко уже давно не спим, к чему и вас призываем просыпаться в хорошем настроении, в бодром здравии и планировать потрясающий новый, к слову, зимний день. Сегодня 3 декабря, на календаре, как это ни странно, зима, потому что за окошко посмотришь, можно подумать, что и не зима. Сразу не верится, да? Да, вот в столичном ботаническом саду круглый год лето, туда и вас приглашаем за знаниями и, самое главное, за релаксом. Да, в эти выходные в ботаническом саду организуют научно-творческий практикум «Рододендрон из пробирки». Участники погрузятся в процесс создания растений с нуля. Сотрудники лаборатории клеточных биотехнологий на практике покажут, как с помощью метода инвитро получают оздоровленный посадочный материал рододендронов. Надеюсь, я правильно поставила. Или рододендронов. Помнишь, да? Как в одной скороговорке? Рододендрон из дендрария. Из дендрария, примерно да. так. Посетители, к слову, не только увидят рододендроны, но и услышат лекцию о тонкостях адаптации растений из пробирки и под руководством ученых самостоятельно смогут выполнить элементы вот этой сложной достаточно работы. Кроме того, гостей ждет творческий релакс, создание картины с рододендроном, техники рисования по номерам, а также чаепитие с душистым напитком из этого растения. Его еще и пить можно, оказывается, кто вот бы это подумать. Да, ну честно, я попробовала, что это за напиток такой. Ну а прямо сейчас давайте отправимся там, где яркие краски действительно царят круглый год, и это Рио-де-Жанейро. Туда отправимся за новогодним настроением, как ни странно. В этом городе вновь появилась знаменитая плавучая елка. Новогоднюю красотку установили на специальный плавучий понтон в 100 метрах от пляжа Ботафага. Стоит она на фоне главных достопримечательностей Рио. Это горы, Сахарная голова и статуя Христа Искупителя. Дерево высотой 80 метров украшают почти 2,5 миллиона светодиодных ламп. Открытие сопровождалось грандиозным фейерверком и привлекло около 100 тысяч зрителей.
Световое шоу на елке длится более 5 минут, а наблюдать за ним можно будет с наступлением темноты до первых чисел января. Слушай, ну сама идея установить елку где-то там на воде сразу навевает несколько мыслей. Ее от вандалов туда, что ли, спрятали, чтобы они не добрались и не испортили красавицу? Либо, знаешь, тут такая история. Ну, Рио ассоциируется с чем? Еще с таким длиннющим пляжем и с этой всей береговой линией. Да. И вот ты лежишь такая вся красивая в купальне. Елка, ну неожиданный ход, согласись? Красиво. А из воды, из пучины морской выходит Дед Мороз. Понимаешь, в плавках. Такой, это тоже интересно. совершенно неожиданный тоже, да. Хотя, мне кажется, ты знаешь, у нас же тоже огромное количество водоемов, рек, озер, и, может быть, на берегу какого-нибудь города, того же Гродно, я бы сказала. И нам взять на вооружение да, пожалуйста, вдоль Немана, который пересекает весь город, можно было тоже такую плавучую елку установить. Интересная мысль. Вполне возможно. Нужно внедрить такую технологию, тем более, чего только в Беларуси нет. Например, есть много хорошей музыки, и прямо сейчас мы хотели бы продолжить наш прямой эфир именно под хорошую утреннюю музыку. Давайте вместе зажигать. Something in the wake of your smile. I get an emotion from the look in your eyes. Yeah. You better love falls apart. A little piece of heaven turns to time. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Listen to your heart before you tell him goodbye. Sometimes you wonder if the fight is worthwhile. The pressure moments are lost in the tide. There's no to wait, and nothing is what you see. The feeling of belonging to your dream. When it's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Listen to your heart before you tell him goodbye. Listen to your heart. Oh, and there are voices they want to be heard. So much to mention, but I can't find the word. There's sense of magic, the beauty, the speed. When love was wilder than the wind. Listen to your heart. He's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, but I don't know why. Listen to your heart. Друзья. Катя Кузина нам, естественно, рекомендует и советует слушать свое сердце, и мне кажется, что это очень правильный совет, от группы «Роксет» в частности тоже, да? Да, друзья, слушайте свое сердце, а еще слушайте программу «Добрая раница, Беларусь». Мы вам плохого не посоветуем, а посоветуем мы вам, знаете, что в 6:44 все-таки окончательно распрощаться с одеялом, с подушкой, с кроватью и все-таки бежать навстречу новому дню. Наш прямой эфир продолжается, и спешим сообщить об уникальной находке, которую, к слову, сделали белорусские археологи. Они нашли в Новогрудке фрагмент фундамента ветряной мельницы 18 века, который создан из валунов и кирпичей того времени. Мы на это дело можем полюбоваться прямо сейчас. Также, кстати, обнаружена часть мельничных жерновов. Это нижний камень. Он будет передан в фонды Новогрудского краеведческого музея. Зафиксированный объект представляет собой остатки кирпичной ветряной мельницы, которая располагалась на этой территории. Но я бы сказала, нужно копать дальше, нужно копать глубже. Кто знает, какие еще тайны хранит этот удивительный
удивительный старинный город на Замковой горе. Но прямо сейчас предлагаю подняться на самую высокую гору, но уже нет, не Беларуси, хотя у нас тоже есть такие возвышенности, а гору Германии. На Цугшпице вернули позолоченный крест. Он был настолько облеплен наклейками, что потребовалась масштабная реставрация. Мастера его зачистили, загрунтовали, покрыли лаком, а затем нанесли сусальное золото, чтобы вернуть блеск. Власти ввели запрет на наклейки, установив предупреждающие таблички и защитную пленку, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. Поток посетителей с началом зимнего сезона на вершину остается высоким, поэтому для туристов, которые все же хотят оставить свои наклейки рядом с горной станцией, решили установить небольшую копию креста. Слушайте, ну вот мы на это дело сейчас смотрим и просто... И переживаем вот за этого мужчину, в частности, который сейчас взбирается на такую высоту. Ну, честно говоря, не для слабонервных зрелищ. Ну, и хочется сказать, конечно, философски, у каждого свой крест, друзья. Но не будем при этом портить своими какими-то, не знаю, желаниями, амбициями. Здесь был Вася, достопримечательности, пожалуйста. Это правда. Ну, а мы же двигаемся дальше. И сейчас заглянем в автомастерскую, где работает Евгений Петренко. Узнаем, что делает его утро добрым. Меня зовут Евгений Петренко, я работаю слесарем по ремонту автомобилей в компании по переработке отходов. Просыпаешься чем раньше, тем лучше, так как рабочий день начинается в 7:30, ну где-то часов в 6 встаешь, идешь, кошку покормил, собаку, сам кофе выпил, завел машину, ну и поехал, потому что живешь за городом, ну минут 30-35 мне добираться, то есть из дома. Мастер выписывает каждому, что надо сделать. Ты смотришь, какая у тебя машина, что именно с ней надо сделать, ремонтировать, продиагностировать и все в подобном роде. И занимаешься, после чего сделал, есть какие-то еще сопутствующие задачи. Либо еще одна машина, либо кому-то помочь, у нас без этого никак. То есть нет такого, что прям сел и сидишь, а другие там работают. Здесь мы меняли радиатор печки. Для того, чтобы его поменять, надо разобрать часть салона. А теперь мы все собираем в обратной последовательности, как и разбирали. Наверное, самое сложное – это физически. То есть все, что в грузовых автомобилях, это все тяжелое. Ну, а второе – это не все так откручивается, как хотелось бы. То есть без помощи там сварщиков погреть, нагреть, иногда делать с этой машиной можно нечего, не подходи даже к ней. А так в основном всему можно научиться. Главное запоминать последовательность, если разобрал, чтобы обратно собрать. У меня получилось прийти к слесарю таким сложным путем. Мне машины всегда нравились. То есть свои машины всегда ремонтировал, это с давнишних времен. Но вот так получилось, что вообще-то учился на программиста, и это не пошло. Вот. Потом я в этой же компании работал водителем. Тоже не мое, и все-таки решил попробовать, рискнуть, вот отучиться на слесаря и перевестись. И вроде получается, нравится. Главное еще и желание, чтобы было. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым. Где тот самый остров, мой остров мечты? Там, где под небом высоким снятся лазурные сны. Мы невесомы, там мысли легкие, а бирюзовые волны тихо диктуют стихи.
Где он? Где он? Как его найти? Этот остров словно наваждение. Где он? Где он? Я его ищу. Я туда хочу. Мне снится он с детства. Мой остров мечты. Там есть хрустальные птицы и златогривые львы. Я там, я сам, там могу летать и легко парить над облаками. Где он? Где он? Этот остров мой, мне б туда с тобой. Где он? Где он? Как его найти? Этот остров словно наваждение. Где он? Где он? Этот остров мой. Мне б туда с тобой. А мне кажется, уважаемый Стас Ярушин уже давно нашел свой остров мечты, и мы даже знаем, где он находится. В Беларуси. Разумеется, в Беларуси. Не зря он второй сезон подряд является звездным наставником самого популярного, самого рейтингового музыкального шоу страны. И это «Фактор Бай». И мне кажется, что все звезды сойдутся, и мне даже не кажется, а я уверена в этом точно, в эту пятницу в 20:45 первый прямой эфир с участием дюжины финалистов. Да, друзья, «Фактор Бай», 5-й юбилейный сезон выходит на новый уровень. Мне кажется, это особый вкус прямых эфиров. Мы все обожаем этот драйв, эту энергию. Конечно же, всей страной смотрим, всей страной болеем и уже намечаем себе любимчиков, а значит, голосуем. Не хочется прям лоббировать чьи-то интересы, но со стороны женской аудитории я могу сказать, я буду болеть за девочек в этом сезоне. Да, и, кстати, то есть за бузовских, да, получается вот Ну, так? получается, что Ну, так. надо вспомнить тогда всех остальных. Ну, вот, например, у Стаса Ярушина, у него Ярушата. Это молодые, но у Владимира очень Громова, перспективные. У Владимира Громова достаточно респектабельные, серьезные люди, которые уже, ну, чего-то добились вообще в этой жизни. С Это большим круто. талантом, так. А вот у Дениса Кляйвера, у него мальчишки, парни, настоящие, ну, не знаю, смесь тестостерона и таланта. Вот что Можно такое? сказать так, мальчишки-шалунишки. Да. Мальчишки-шалунишки, Ой, почему ты нет? знаешь, девчонкам придется нелегко, потому что вот как раз-таки аудитория таких мальчишек очень даже любит. Но как бы то ни было, друзья, все мы будем смотреть «Фактор Бай», болеть, голосовать и переживать. Ну, а давайте-ка посмотрим, мы же переживаем, чтобы вы никуда там не опоздали сегодня. Наши студийные уже показывают 6:55, время поторопиться. Это точно, но прежде чем мы поторопимся, давайте еще напомним вам прогноз погоды и пробежимся по температурным показателям этого дня. Итак, температурную карту нам в студии. С утра пораньше, напомню, в Минске 0 градусов, без осадков, +4 будет днем, в Бресте +3, +6, вот такая температурная разбежка. В северной столице, в Витебске, 0 градусов с утра и +3 днем. Гомель, нам сулит осадки, уж не знаю, с утра ли они начались, спросим нашего соведущего из Гомеля, Михаила Синицына, но в любом случае
счетам сейчас +3, +5 будет днем, в Гродно +2, +4 и в Могилеве +1, +4 днем. Ну и скажем, что сегодня на пару градусов теплее, чем вчера было, поэтому, ну не то чтобы нужно расслабляться, но тем не менее какие-то там особо теплые зимние вещи пока оставьте в шкафу. Но все подробности о погоде на сегодня не только мы узнаем у дежурного синоптика Белгидромета, расспросим его о погоде на ближайшие дни и не только. Ну а также по традиции среды выйдем на связь с Гомелем, как мы уже сказали, и узнаем, кто стал почетным гражданином этого города. Очень интересно, действительно, даже лично немножко познакомиться с этим человеком. А еще будем встречать первого гостя в нашей студии. К нам в студию заглянет Елизавета Чернявская, которая своим примером доказывает, что инвалидность – это не приговор, а протез не мешает ей вести полноценную жизнь, творить, быть примером, вдохновением для других. Так что, друзья, огромное количество поводов оставаться в компании телеканала «Беларусь-1» и самого пробуждающего проекта «Доброй раницы, Беларусь». Увидимся. До встречи. Однокомнатный рай, где нет суеты. Спрятали печаль, потеряли ключи. Честно, так классно, когда все так просто. Просто так классно, когда все так честно. Эй, сонным машинам дай покричать. Они, как обычно, куда-то спешат. А я лишь хочу тебя крепко обнять, сказать, ты моя, и тобой дышать. Ведь в твоих глазах мир ярче. Ведь в твоих глазах мир ярче. Сонным машинам дай покричать. Они, как обычно, куда-то спешат. А я лишь хочу тебя крепко обнять, сказать, ты моя, и тобою дышать. Ведь в твоих глазах мир ярче. Ведь в твоих глазах мир ярче. В городе дождь, под бедом любовь. Мысли о вечном и не нужно слов. Поставить бы на паузу время, остаться вдвоем здесь навсегда. Ведь это лучший мир, что я видел. Комната 11, а за окном машинам дай покричать. Они, как обычно, куда-то спешат. А я лишь хочу тебя крепко обнять, сказать, ты моя, и тобою дышать. Ведь в твоих глазах мир ярче. Ведь в твоих глазах мир ярче. Сонным машинам дай покричать. Они, как обычно, куда-то спешат. А я лишь хочу тебя крепко обнять, сказать, ты моя, и тобою дышать. Сонным машинам дай покричать. Они, как обычно, куда-то спешат. А я лишь хочу тебя крепко обнять, сказать, ты моя, и тобою дышать. Ведь в твоих глазах мир ярче. Ведь в твоих глазах мир ярче.
Продолжаем обзор событий в стране и мире в прямом эфире и коротко основные темы. 5 часов полезной дискуссии, но компромисса пока нет. О чем говорили Путин и Уитков в Кремле. На фоне мнимой российской угрозы Литва возобновляет всеобщий призыв в армию. Развязка построена на реальных событиях в Витебских лесах. Уникальные кадры со съемочной площадки драмы о батьке Минае. Продолжается официальный визит президента Беларуси в Алжир. Первый в истории отношений наших стран. На сегодня запланированы переговоры глав государств Александра Лукашенко и Абдель-Маджид Тибуна в узком и расширенном составах с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных проектов. Планируется обсудить перспективы поставок техники и промышленной кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере. Александр Лукашенко, напомним, прибыл в Алжир накануне и провел ряд рабочих встреч со спикером Национальной народной ассамблеи, а также премьер-министром. Отмечена положительная динамика отношений и готовность вывести партнерство на новый уровень. Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами африканского континента, потому что за Африкой будущее. Вы человек, который прежде всего занимается экономикой, торгово-экономическими отношениями. Потом вам не безразлично, как будут реализовываться те проекты, которые мы с вами определим в дорожной карте. Мы обязательно должны выработать абсолютно работоспособный план наших отношений, наших действий. И я думаю, спустя определенный период времени, пусть через полгода, уже потом в Минске, наверное, наша совместная комиссия, которая создана двумя странами, соберется и уже детально проанализирует, как же мы движемся по этой дорожной карте. Все, что мы сегодня производим в Беларуси, для вас нужно. Но, как и все африканские государства, очень правильно ориентируются на приобретение, прежде всего, технологий. Мы готовы предоставить вам технологии в области машиностроения, нефтехимии, химии, сельского хозяйства, IT-технологий. Мы готовы с вами сотрудничать в сфере военно-промышленного комплекса. Словом, господин премьер-министр, закрытых тем в наших отношениях нет. Очень хотел бы, чтобы ваши специалисты, вы нашли время, приехали в Беларусь, изучили нашу экономику и приняли соответствующее решение в рамках того, что вам нужно будет взять из Беларуси. И в этом направлении мы будем работать. Алжир – самая большая страна Африки и одна из самых сильных ее экономик. Важный центр международной морской торговли, нацелены на сотрудничество за узкими рамками торговли. Беларусь – стабильный поставщик сельхозтехники и продуктов питания. В свою очередь, Алжир для нас не только емкий рынок, но и окно возможностей для работы на континенте. Страна может стать определенным хабом для наших товаров и дальнейшего продвижения в Африке. Взаимная торговля пока не впечатляет – около 50 миллионов долларов. Но партнеры намерены задать новую планку. Этому будет способствовать и сегодняшний переговорный марафон на высшем уровне. Но, к слову, и российские эксперты положительно оценивают расширение сотрудничества Беларуси с Алжиром. Это открывает возможности для промышленного партнерства. Белоруссия может развивать отношения и в том смысле, что может размещать заказы производства легкой промышленности, для местной легкой промышленности, может отправлять своих специалистов, если мы говорим про африканские страны, то это горное дело. То есть потенциал очень большой. Наконец, образование. Дело в том, что образование в Беларуси, высшее образование, просто техническое образование, ну, в основном посылают, конечно, учиться по статье «Высшее образование», вот это то, что было интересно и остается интересно для развивающихся стран. Белорусско-вьетнамское сотрудничество – основа для самых смелых и амбициозных проектов. Географическая удаленность – не помеха для успешного взаимодействия. Пример тому – рабочий визит госсекретаря Совета Безопасности в Социалистическую Республику Вьетнам. Прошли переговоры с представителями крупнейших вьетнамских телекоммуникационных компаний. Обсудили кибербезопасность, искусственный интеллект и сферу информационной безопасности. Есть резервы для наращивания взаимодействия практически по всем ключевым направлениям.
С нами поделились наработками, показали, как осуществляется разработка программных продуктов, какими специалистами это делается. Нас интересовали вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта, противодействие киберугрозам, то, что сегодня очень актуально. Эта угроза стоит и перед Вьетнамом тоже. И наши вьетнамские друзья готовы с нами делиться вот этими наработками. В свою очередь мы пригласили эти компании поучаствовать в выставке, которая по инициативе Государственного секретаря Совета Безопасности будет проходить в июне месяце следующего года. Третья международная выставка индустрии безопасности. С интересом принято наше приглашение. Надеюсь, что со своими наработками вот эти крупные компании приедут и уже на белорусском рынке, на нашей площадке международной, поделятся своими наработками как с белорусскими коллегами, ну и также с теми, кто будет участвовать в ходе выставки. В Беларуси есть что показать, есть чем поделиться. Вот. Ну и, конечно же, интересно посмотреть, что наработали наши вьетнамские друзья. Прочный фундамент белорусско-вьетнамского стратегического сотрудничества заложен на высшем уровне. Сегодня взаимодействие стран носит конструктивный характер. Причем не только в политической, экономической, гуманитарной областях, но и в сфере безопасности. Накануне прошли двусторонние консультации Совета безопасности Беларуси и Министерства общественной безопасности Вьетнама. Сегодня в Ханое не менее насыщенный день у белорусской делегации. Подробности в течение дня в наших эфирах. Компромиссы пока не найдены. Предстоит большая работа. В Москве состоялась почти 5-часовая встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткофа. Стороны договорились не разглашать суть переговоров в Кремле и выразили готовность продолжать совместную работу для достижения договоренностей. Как заявил по итогам встречи помощник президента России Ушаков, обсуждались несколько вариантов урегулирования в Украине. Затронут и территориальный вопрос. Помимо изначального плана США, Москве переданы еще 4 документа. Некоторые американские наработки для Кремля приемлемы, некоторые нет. Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву. Прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия, и главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного, долгосрочного мирного регулирования на Украине. Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. Ушаков добавил, стороны видят огромные перспективы для взаимодействия. Что же касается возможностей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, все зависит от прогресса в ходе дальнейших переговоров. Сейчас Уитков и Кушнер, как сообщается, направились в Вашингтон, где намерены доложить о прошедшей встрече американскому лидеру. Ну а пока же до мира в Украине еще не так близко. Стокгольмский институт исследования проблем мира публикует статистику, явно демонстрирующую, кому выгодно продолжение конфликта. В прошлом году военно-промышленные компании мира достигли рекордной выручки. Совокупные доходы 100 крупнейших производителей выросли почти на 6%, а это 679 миллиардов долларов.
Институт объясняет результат повышенным спросом на вооружение из-за конфликта в Украине и на Ближнем Востоке. Высокая потребность Украины в оружии, как отмечается, особенно сказалась на производителях из Европы. Их совокупная выручка выросла примерно на 13%. Особенно результативным был 2024 год для немецкого оборонного производителя Rheinmetall. Выручка увеличилась на 46%. Что же касается американских компаний, их доходы от продажи оружия составляют более 330 миллиардов долларов. Власти Литвы так опасаются мнимой российской угрозы, что объявили о возврате обязательной военной службы. Вильнюс планирует призвать 5000 человек в следующем году. Такие данные приводит командование литовской армии. Новую редакцию закона о воинской повинности парламент одобрил еще в июне 2024 года. Согласно решению, с нового года все выпускники школ должны будут пройти обязательную военную службу сроком 9 месяцев. Призыв будет проходить в течение всего года и коснется молодых людей от 18 до 22 лет. Отсрочка предусмотрена для тех, кто поступил в высшее учебное заведение. Буквально 2 недели до важного общественно-политического события. Заседание Всебелорусского народного собрания пройдет 18-19 декабря. Подготовка на финальной стадии. Проект программы социально-экономического развития Беларуси на 5-летку вынесен на широкое обсуждение. Каждый делегат может внести предложения. После их направят в секретариат. 8 декабря доработанную программу представят президенту. В документе определены 7 ключевых приоритетов, которые охватывают важнейшие направления развития белорусского общества. Нужно понимать, что программа на эту 5-летку, она не только про ближайшие 5 лет, она про ближайшие 10, 15, 20 и даже 100 лет. Это сегодня тот этап, исторически важный этап для нашей республики, когда происходит геополитическая трансформация, когда мы сегодня в какой-то степени, в хорошем смысле слова, перестраиваемся с учетом того, что нам необходимо будет отстаивать наш суверенитет, независимость в ближайшей перспективе. Сегодня кто нам продаст комбайн? Германия или Франция, или, может, Соединенные Штаты? Нет, мы под санкциями, а нам и не нужны их комбайны. У нас есть свои. Кроме того, в повестке будет заслушано обращение президента с посланием к белорусскому народу и парламенту, а также рассмотрены кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов. Акцент на развитие транспортной доступности и оптимизацию маршрутов. Новый график движения поездов на белорусской железной дороге. Расписание изменится в предпраздничный период с 14 декабря. Сами праздники будут курсировать более 200 дополнительных поездов. Они свяжут белорусские города с Москвой и Санкт-Петербургом. Особое внимание было уделено развитию транспортной модели регионов, в том числе за счет задействования современного моторогонного подвижного состава на направлениях, связывающих столицу с областными центрами, а также такими городами, как Орша, Полоцк, Мозырь и Пинск. Кроме того, для обеспечения вывоза пассажиров в периоды выходные, праздничные, предпраздничные предусмотрено достаточное количество пассажирских поездов для вывоза пассажиров как в международном, так и в местном сообщении. По новому расписанию будут курсировать более 370 поездов. По выходным и праздникам предусмотрены дополнительные составы по наиболее популярным маршрутам. Премьера драмы о батьке Минае может состояться уже в следующем году, ко Дню независимости Беларуси, на натурплощадке под Смолевичами. Финальная съемочная смена от создателей партизанской легенды. Бандит номер 1 для немцев Минай Шмырев мстит предателям за убийство своих 4 детей. Развязка сценария построена на реальных событиях в Витебских лесах. Судьба батьки Миная в исполнении народного артиста России Алексея Кравченко. Спустя 40 лет после военной драмы «Иди и смотри» снова восстанавливаем историческую справедливость. К слову, главную роль в сценарии специально писали под Кравченко. Меня заставили, я ни при чем. Я не знал, что они казнят детей. Дед, прошу тебя, не дай. Я не знал, я правда не знал. Это Фоменков, он их забрал. Дед, прошу тебя, не подходи, не подходи.
Главное, внутри драма конкретного человека и конкретных людей. История предательства. Как человек пошел на предательство. Он не просто так это сделал. Он пошел ради своей семьи. Вот тот эпизод, который мы сейчас снимаем. И, естественно, предатель не может жить. И история того, как люди, сопротивляясь, все-таки выдерживали вот этот психологический прессинг. И, конечно, это мы еще должны понимать, что у меня возрастной ценз 12+, посему некоторые сцены, которые, убийства, особенно детей, не будут в кадре. Я хочу пожалеть нашего зрителя, и там и так будет достаточно за что переживать. Далее белорусско-российская команда переедет в Калужскую область России и завершит там работу над созданием психологической киноленты. Весь кинопроцесс занял 40 съемочных смен и затронул 3 поры года. Режиссер отмечает, новая лента не станет ремейком на уже созданный полвека назад фильм о народном мстителе Миная, но отсылки к старой работе Беларусьфильма будут. Еще больше новостей на нашем сайте Newsby, также на мультимедийном портале video.bel. Кашель душит изнутри? Кадиллак Бронхо – это таблетки от кашля с комбинированным составом. Активен уже через 30 минут. Кадиллак Бронхо – тройное действие против кашля с мокротой. Кадиллак Бронхо борется с кашлем и его причинами. Па інфармацыі Белгідрамета 3 снежня надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў цёплай паветранай масе. Месцамі па краіне чакаецца туман. У Брэсце плюс 6 градусаў. У Гродні 4 цяпла. У Віцебску плюс 3. У Магілёве 4 вышэй за 0. У Гомелі плюс 5 градусаў, невялікі дождж. У Мінску дзённая тэмпература паветра плюс 4 градусы. У бліжэйшыя дні ў сталіцы. У чацвер кароткачасовыя ападкі, дождж, мокры снег плюс 6. У пятніцу плюс 4 градусы, невялікі дождж. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве плюс 2, Вільнюсе плюс 3, у Кіеве 6 цяпла, у Варшаве плюс 5 градусаў. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 10, Вене плюс 4, Берліне 5 цяпла, у Рыме 14 з плюсам. Доброй раницы, Беларусь! Доброе утро, наша любимая страна! Мы продолжаем будить всю страну настоятельно. Нина Мажейко, Ольга Венская. Давайте-ка сверим часы. 7:18 на студийных. Сегодня на календаре среда. И это прекрасный зимний день. 3 декабря. 3 декабря. Но мы хотим с вами поговорить не о 3 декабря, а о завтрашнем дне. Завтра, 4 декабря, состоится главный тираж года, в котором Суперлото разыграет 50 тысяч рублей, автомобили и новую квартиру в Минске. Покупайте билеты Суперлото на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей. Стоимость билетов всего-то 5 рублей. Да, скажу больше, что новогодние тиражи, они всегда, знаешь, с особыми подарками, сюрпризами. Поэтому я бы в таких тиражах участвовала. Еще раз напомню, 4 января, обратите внимание, да, особый новогодний тираж Суперлото. Мы желаем всем схватить удачу за хвост. А теперь пришло время выйти на связь с Гомелем. И здесь на связи с нами Михаил Синицын. Миша, доброе утро. Мы вас рады приветствовать. Миша. Михаил. Доброе Как ранее, слышно? Оля, Нина, как всегда, приятно вас видеть и слышать. И да, я замечу, что не просто нужно хватать удачу за хвост, но и держать ее как можно крепче, потому что она имеет свойство улетать. Ой, Миша, с вашими-то руками, я уверена, вы сейчас всю аудиторию доброй раницы как возьмете в свои цепкие руки и не отпустите. Какие новости вы нам подготовили?
Очень много я подготовил новостей, они все невероятно интересные. Начну я с самой, на мой взгляд, такой захватывающей из моей подборки, что в честь 82-летия освобождения Гомеля студенческий театр «Зеркало» представил спектакль по пьесе Нины Семеновой «7 мисок, 7 ложек». Трогательную историю о судьбах людей в военное лихолетие рассказали на сцене ГГУ имени Франциска Скорыны. Режиссером-постановщиком выступил известный драматург и художник, член Союза писателей Беларуси Сергей Зеньков. Спектакль посвящен всем, кто не вернулся с полей сражений. Так, через искусство молодые люди не дают погаснуть этому огню памяти. Они, знающие о войне только из учебников и фильмов, смогли передать эту боль и силу человеческого духа. Слушайте, какая любопытная новость, и я даже рада, что привлекают молодое подрастающее поколение, и они как будто эту историю пропускают через себя, вот через форму спектакля, да? Очень крутая коллаборация, и мы пожелаем, чтобы таких проектов было как можно больше. И тем более интересно, что совершенно новое поколение, которое как бы ничего об этом не знает чисто на физическом уровне, потому что мы понимаем, что даже по условно методу Станиславского очень важно прочувствовать. Но вот тема интереснее, вот взгляд нового поколения на эту тему. Так что поздравляем с премьерой и с таким эксклюзивным спектаклем. Миша, о чем еще расскажете сегодня? Второй новостью я расскажу о том, что в областном центре педагоги из нескольких стран обсудили актуальные проблемы современного образования. Главная цель – это обменяться опытом и результатами своих научных исследований. Иностранные ученые выходили на связь через интернет. Неожиданно близким оказался бразильский метод воспитания детей из неблагоприятных семей. Участники педконференции в итоге представили более 200 научных исследовательских работ. Лучшие из них будут внедряться в учебной практике наших белорусских учебных заведений. А мне, кстати, очень нравится история с пескографией. Вот такой бы курс я бы ввела, просто для расслабления. Миш, вот если бы вы рисовали что-то песком, это какой был бы сюжет? Ох, если честно, много чего я бы мог передать песком. Наверное, самое, на мой взгляд, захватывающее – это покорение космоса. Вот что-нибудь бы с этим связал. А что бы вы нарисовали? Ну, то есть вы в скафандре, например, да, и Луна, или как бы это было? Или ракета рядом? Нет, Луна, она уже достаточно близко, ее очень хорошо знают. Вот какой-нибудь бы Юпитер или Сатурн, вот что-нибудь туда. То есть вы в скафандре планеты, и которые... Юпитер, да? Хорошо. Конечно, безусловно. Мечтатель наш Михаил Синицын. Да, интересная художественная, мне кажется, мысль у Михаила. Хорошо, нарисуйте нам еще какую-нибудь интересную новость из жизни Гомеля и Гомельского региона. Ну что ж, взмахну своей кистью и нарисую вам третью новость, что в Гомельском дворцово-парковом ансамбле открылась выставка строительных материалов 19 века и первой половины 20-го. Экспозиция рассказывает о том, какие материалы, спрятанные под краской и патиной времени, были применены строителями и декораторами. Выставку дополняют макеты памятников архитектуры, в том числе созданные студентами Белгута, инсталляции из деталей и фрагментов ныне несуществующих зданий. Слушайте, ну вот мы прям засмотрелись на те здания, которые остались только в памяти, да, я так понимаю. А вот я, знаете, какое наблюдение сделала вообще? Обратила внимание на то, что у нас сегодня все новости связаны с какими-то путешествиями во времени, так или иначе. То есть как бы есть такая история, что мы как будто бы путешествуем из одной эпохи в другую. Что-то в этом есть. Возможно, это тот самый момент, когда нужно оглянуться вокруг, да, немножечко вокруг себя, полистать историю, вдохновиться. И, возможно, это повод для путешествия по Гомельскому региону. Миша, мы благодарим вас за эту подборку новостей, но знаем, что вы подготовили сюжет. О чем он будет, расскажите? Безусловно, я его подготовила, сейчас расскажу. Но прежде чем я расскажу, о чем будет сюжет, Оля, в очередной раз я вам скажу, что мы вас всегда ждем в Гомельской области, раз вы сами затронули путешествие. И в очередной раз я говорю вам да. Приезжала и буду приезжать с большим удовольствием, потому что действительно богатейший регион, Гомельская область. Я знаю, что там всегда рады туристам, поэтому и я приеду, и друзей с собой привезу. Возьмет. И меня возьмет. Так что готовься, готовься. С нетерпением ждем. Безусловно, мы вас с нетерпением ждем. А теперь немного о сюжете. И поскольку мы уже говорим о путешествиях, я начну его так. Я расскажу вам в своем сюжете о человеке, который прошел через века, через поколения, скажем так, который посвятил всего себя медицине от самого юного возраста до своих сейчас нынешних лет, добился невероятных результатов в этой сфере, а еще не остановился на достигнутом. Ведь, по его словам, учиться никогда не поздно.
Это здорово. Мне кажется, что этот пример берем на вооружение и вдохновляемся. Михаил, спасибо вам большое за классную такую подборку новостей и за эту возможность попутешествовать вместе с вами, хотя бы виртуально, тоже неплохо. Ну а прямо сейчас смотрим сюжет. Расшифровка результатов ЭКГ и четкая постановка диагноза. Половина рабочего дня Леонида Друяна. Решающую роль в профориентации будущего врача сыграли знаменитые родители-медики. Оба прошли Великую Отечественную, помогая раненым и больным. Со школьных лет Леонид Ибрагимович присутствовал на операциях. Однако, в отличие от отца-хирурга, выбрал терапию. Я всегда старался познать медицину и считал, что широкие или большие знания в области внутренних органов позволят мне стать хорошим врачом. После окончания Минского университета начал работать в одной из гомельских поликлиник. Дальше работа в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны и поступление в аспирантуру. Преподавать студентам начал более 30 лет назад. За это время неоднократно признавался лучшим лектором. Первое – работа над собой. Второе – это определенный дар. Третье – это любовь к своему делу. Несмотря на то, что я уже 30 лет читаю лекции, я помню их все наизусть, добавляю естественную новизну, форму изложения материала, но я всегда готовлюсь, потому что ответственность большая, хочешь дать современное и правильное. Работа в областном госпитале инвалидов Отечественной войны – львиная доля жизненного пути легенды. Учреждение, которым когда-то руководил отец, Леонид возглавлял на протяжении 18 лет. За время его работы количество коек тут увеличилось почти в 2 раза. Существенно добавился и штат. Первыми среди госпиталей в стране тут стали работать со скорой помощью, открыли отделение реабилитации. Это и многое другое привело коллектив к победе в 2006 году на международном конкурсе среди госпиталей стран СНГ. Госпитали – это очень существенная часть моей жизни. В госпитале я реализовал те возможности и способности, которые мне дали мои родители. И слава Богу, что мне удалось сделать то, что вы видели. Параллельно Леонид Друян занимается научными исследованиями. Клинической базой для его кафедры выступает тот самый госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Кандидат наук изучает проблемы кровообращения и дыхания. Однако в качестве темы диссертации выбрал заболевание острой пневмонии. Тема приобрела особую актуальность во времена ковид. Я провел эти исследования и установил взаимосвязь пневмонии и функционального состояния миокарда. И тогда у нас получились такие данные, что после пневмонии полное восстановление фазовой структуры деятельности сердца восстанавливалось примерно через 6 месяцев. Сейчас Леонид Ибрагимович совместно с врачами госпиталя совершенствует диагностику инфаркта миокарда в задней стенке левого желудочка сердца. Новая методика ориентирована на практику и позволяет быстро определить отклонение от нормы. Несмотря на свой возраст, в прошлом году медику исполнилось 80. Он активно работает, консультирует пациентов, продолжая вносить огромный вклад в развитие отечественной медицины. Здійсняться тільки треба час. Все, що хочеться, можна тримати. Треба тільки взяти і побратися.
хаті бив добробит, каб у кожній хаті бив мир і лад. Кожний день завжди каб сонячним бив, а вночі каб зорним бив далягляд. Каб гуляли хлопці з дівчинами, шановали каб один одного, заставалися народ на землі, ды робили добро. Каб у кожній хаті бив добробит, каб у кожній хаті бив мир і лад. Кожний день завжди каб сонячним бив, а вночі каб зорним бив далягляд. Каб гуляли хлопці з дівчинами, шанували каб один одного, заставалися народ на землі, ды робили добро. Подарки для близких, елка, новогодние украшения. Угадай, какая из этих покупок приносит бонусы. Сберкарта возвращает 12% баллами «Спасибо» с маркетплейсов для новых клиентов, а для действующих Сберкарта возвращает 10% баллами «Спасибо». Сберкарта. Подарки для всей семьи. Когда хочется легкости в ногах. Все средства хороши. Винолекс 1000 увеличивает тонус вен, уменьшает растяжимость вен и венозный застой. Винолекс 1000 в комплексной терапии венозно-лимфатической недостаточности. Симфонический IP-оркестр. Новогодний микс. Лучшее. Приходите всей семьей. 29 декабря. Концертный зал «Минск». На каждом праздничном столе неизменна традиция – боржоми. Боржоми помогает наслаждаться любимыми блюдами и дарит чувство легкости после еды. Открой, насладись, ощути легкость. Боржоми. О, мам! Опять сопли, только всей семьей переболели. Неужели снова на больничном? Есть выход. У нас в семье для этого Кагацел. Для взрослых и детей. А нам-то не поздно. Кагацел для лечения гриппа и ОРВИ. Его можно применять даже при запоздалом начале лечения. Кагацел начинает работать уже с первых суток приема. Если заболел, то Кагацел. Ани Лорак. 19 декабря. Минск. Дворец спорта. 6+. Декабрь – это время волшебства и подарков каждый день. Заходите в приложение «Мой Макбай», разрывайте упаковку и забирайте праздничный купон. Макбай, мечтайте всем сердцем. Еда, телевизор, книги, интернет не помогают быстро уснуть. Меласон ускоряет засыпание и улучшает качество сна. Препарат не вызывает ощущения вялости и разбитости, не вызывает привыкания и зависимости. Меласон – эффективный лекарственный препарат при нарушениях сна. Да! Эмоции заряд! Играем 3 в ряд! Белбет – новая механика! Заходи и играй в легендарную игру! Доброй раницы, Беларусь! Доброе утро, наша любимая страна! Продолжается самый бодрящий утренний эфир. Наступила среда, 3 декабря. И, к слову, церковь в этот день вспоминает святителя Прокла, а в народном календаре называют Проклов день. Наши предки подмечали при этом теплая погода сегодня – это к мягкой зиме. Нина, сегодня же теплая погода, по твоим ощущениям? По моим ощущениям, совершенно да, теплая, более того, даже немножко такая туманная. И что это получается? Получается, что зимы-то нам и не видать, такой настоящей, лютой, как мы любим, вот так, чтобы морозец скрипел под ногами, пока мы идем куда-нибудь. И сугробы по колено. Ну да. Ну, по крайней мере, не в декабре. Вот все подробности о погоде узнаем у дежурного синоптика Белгидромет. Елена Тутушкина с нами на связи. Елена, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Елена, мы соскучились по зиме. Декабрь набирает обороты. Будет ли холодно? Будет ли зима?
Вы знаете, пока действительно очень тепло, на 5 градусов выше нормы у нас идет температурный фон. И вот низкая облачность, слабоветренная погода в поле повышенного давления. Ну вот мы уже почти примерно 10 дней мы не видели солнышко. Да, вот, есть если такое учесть, что ощущение. очень короткий световой день, он еще уменьшается, еще до 22 декабря, еще уменьшится на 20 минут, так что нам совсем темно. Тем более с такой облачностью, которая очень низкая, до 50 метров местами высота. Ох, ничего себе. достигает. Есть такая история, Елена. Но мы хотели, конечно, у вас спросить совет, что делать в этой ситуации. Но прежде чем мы это сделаем, давайте пройдемся по утренним показателям. Вот, например, с утра пораньше. Что в республике наблюдается? Какая картина? Ну, сейчас у нас в отдельных районах идут слабые осадки в виде мороси, дождя. Вот по восточному району отмечается слабый снежок. По юго-востоку страны, это Могилевская, Гомельская области, местами туманы, где-то от 300 до 800 метров видимости. В северо-западных районах страны отмечаются слабые гололеды. Там слабый минус. Температура от минус где-то 1 примерно до плюс 4 по юго-востоку. Так, как ситуация будет развиваться далее? Насколько высоко поднимутся столбики термометров? Днем. Ну, сегодня днем от 1 до 6 тепла, 6 у нас по югу, 1-2 тепла по северу. В Минске около 3 градусов тепла. Опять же, погода особенно не изменится. Будет местами по стране, будем ждем небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ну и, я сказала температуру, да. В Минске без существенных осадков около 3 градусов. Елена, ну мы возвращаемся к тому вопросу, о котором мы с вами говорили. Вот что делать в такую, ну, достаточно хмурую погоду с точки зрения того, что как будто бы тучки над нами нависают, Как будто, и солнышко да, нет. утро не отличается от вечера особо, Вот честно ваш говоря. такой, знаете, личный совет, уже не профессиональный, а просто вот как человек человеку. Скажите, пожалуйста. Ну, не знаю, тут кто как. Кто может быть спать там, телевизор смотреть, а кто может быть гулять, потому что погода довольно комфортная, ветер слабый, так что, пожалуйста, гуляйте. По настроению. Я предлагаю, например, из личного побольше света дома включать. Может быть, Да, это холодный точно. свет сменить на желтый, да, чтобы он имитировал день. Да, можно уже елки ставить, гирлянды включать. И заряжаться праздничным настроением. А еще помните про то, что 22 декабря впереди это день зимнего солнцестояния, да, Елена? Там будет самая самый длинная короткий ночь, день. короткий день, и потом снова все пойдет на увеличение светового дня. Это согревает. Елена, благодарим вас. Спасибо большое за самый точный прогноз и ваши рекомендации. Желаем вам хорошего, продуктивного дня. Спасибо. Елена Татушкина, дежурный синоптик Белгидромета, была с нами на прямой связи. А теперь, знаете, что давайте делать? Стирать невидимые грани искусства. Почувствовать атмосферу уникального художественного мира необычного автора предлагает наш корреспондент Матвей Личонок. Искусство позволяет видеть невидимое, как говорили великие. Оно исходит из сердца, и остановить творческий порыв невозможно. Именно эту мысль транслирует молодая незрячая художница Инна Корсак через экспозицию «Невидимые грани», организованную Белорусским союзом женщин в рамках инклюзивного проекта «Другая глубина». 2 года, как создан этот проект, и мы не ожидали, насколько он станет масштабным, широко известным в разных уголках Беларуси. И впервые в этом году выставка картин нашей художницы Инны Корсак происходила именно здесь, в Первом национальном торговом доме. Инна Корсак – это очень сильный духом человек, который ранее до этого был 10 лет инженером-технологом. И после случившегося с ней недуга она нашла в себе силы начать жизнь заново. Для художницы эта выставка символизирует своеобразный мост между незрячим человеком и зрителем. Ведь здесь посетитель может не только прочувствовать, но и увидеть, как ощущает мир Инна Корсак. Нас, простых зрителей, заставляет задуматься, что рядом с нами живут люди с уникальным восприятием мира, совершенно другой глубиной душевной, наверное. Ну и прежде всего учат. Учат стойкости, учат имеющемуся у них твердому стержню. Это не люди с ограниченными возможностями, это люди с безграничными возможностями. И вот сегодняшняя выставка – это подтверждение. Техника автора уникальна. Искусственный интеллект помогает художнице узнавать, какие цвета перед ней. Она наводит камеру смартфона на тюбике с краской, голосовой помощник называет цвет. Ну, например, какие-то вещи я рисовала губкой. Обычные губки для мытья посуды. Изначально, когда я беру холст, сначала пытаюсь прочувствовать размер холста, и дальше уже
имея какое-то представление о параметрах, допустим, холста, я делаю разметки себе скотчем, наклеиваю, где-то заворачиваю, потом я ее убираю. Дальше, после высыхания, я, например, заново делаю какие-то разметки. И так повторяется столько раз, сколько слоев запланировано на картине. Кстати, тематика работ максимально разнообразна. Здесь и пейзаж, и объект, и изображение человека. Это история о трансплантации. Здесь я изобразила швы, шрамы человека, которые происходят после трансплантации. И я сама прошла через это. И когда проснулась после такой операции, то ощутила вот этот шов у себя на теле. И я не могла ни с кем об этом поговорить, поделиться. О моральной и физической боли автора напоминает красная окантовка холста. Еще одна картина посвящена космосу. У меня здесь есть разметка. Я ее чувствую рукой. Вот здесь вот эта черная дыра, которую я пыталась изобразить. Но это про неизвестность. А вокруг происходит что-то всегда важное и новое. И вот сейчас люди очень часто интересуются космической темой, да, а для меня космос в самом человеке. Инклюзивный проект «Невидимые грани» тонко напоминает обычному зрителю, что есть мир, который мы увидеть не в силах. Этот мир скрыт от нас, как и грани Инны Корсак, которая своим творчеством помогает понять, каково это – видеть и чувствовать иначе. Это была Инна Корсак, ее способ чувствовать и видеть мир. И, конечно, нам очень интересно взглянуть на ее мироощущение и такой взгляд на наше существование в целом. Ну, скажу больше, что через несколько минут в студии «Доброй раницы, Беларусь» мы будем встречать очень интересного гостя, вернее, гостью Елизавету Чернявскую. Эта девушка живет с бионической рукой. Что это такое, как современные технологии помогают абсолютно всем нам быть, ну, просто доступными, да, в буквальном смысле. Мне кажется, для этой девушки нет ограничений, да, ограничений только, как говорится, в голове. Это правда, и вы в этом убедитесь лично совсем скоро, так что обязательно дождитесь этого включения. Ну, а мы продолжаем двигаться по нашему прямому эфиру и насыщать вас полезной информацией и делать небольшие напоминания, потому что это очень важно. Сегодня среда, 3 декабря, и у автовладельцев есть почти месяц, чтобы пройти техосмотр по привлекательной цене. Предприятие «Белтехосмотр» запустило акцию, которая может заметно упростить жизнь автолюбителям. Весь месяц владельцы легковых машин, небольших грузовиков и прицепов могут пройти техосмотр дешевле обычного. Размер скидки зависит от того, когда именно вы приедете на станцию. Давайте подробнее расскажем об этом. Самый выгодный период – это первые 10 дней декабря. В это время стоимость контрольно-диагностических работ снижается сразу на 30%. Вот это приятная скидка. Но далее скидка уменьшается. Имеется в виду, с 11 по 20 декабря она составит до 20%, а в последние дни месяца с 21 по 31 декабря до 10%. Акцию назвали «Новогодний калейдоскоп 30, 20, 10». Легко запомнить. И понять, в какой день нужно ехать, Это чтобы точно. получить максимальную скидку. Ну, вы поняли, да? Намек на 30% скидку. При этом скидка касается только диагностики. Разрешение на допуск авто к движению оплачивается по стандартному тарифу. Список станций, где действует предложение, ограничен. В него вошли несколько десятков точек в разных городах. От Минска и Бреста до Ганцевичей, Ляховичей, Мстиславля и Жабинки. Перед поездкой лучше уточнить, входит ли выбранная станция в перечень участников. Ну, а мы же сейчас отправимся в автомастерскую по другой причине. Там работает слесарем по ремонту автомобилей Евгений Петренко. Давайте-ка узнаем, что делает его утро максимально добрым. Меня зовут Евгений Петренко, я работаю слесарем по ремонту автомобилей в компании по переработке отходов. Просыпаешься чем раньше, тем лучше, так как рабочий день начинается в 7:30, ну где-то часов в 6 встаешь, идешь, кошку покормил, собаку, сам кофе выпил, завел машину и поехал, потому что живешь за городом, ну минут 30-35 мне добираться, то есть из дома. Мастер выписывает каждому, что надо сделать. Ты смотришь, какая у тебя машина, что именно с ней надо сделать, ремонтировать, продиагностировать и все в подобном роде. И занимаешься, после чего сделал, есть какие-то еще сопутствующие задачи. Либо еще одна машина, либо кому-то помочь, у нас без этого никак. То есть нет такого, что прям сел и сидишь, а другие там работают. Здесь мы меняли радиатор печки. Для того, чтобы его поменять, надо разобрать часть салона. А теперь мы все собираем в обратной последовательности, как и разбирали.
наверное, самое сложное – это физически. То есть все, что в грузовых автомобилях, это все тяжелое. Ну, а второе – это не все так откручивается, как хотелось бы. То есть без помощи там сварщиков погреть, нагреть, иногда делать с этой машиной можно ничего, не подходить даже. А так в основном всему можно научиться. Главное запоминать последовательность. Если разобрал, чтобы обратно собрать. У меня получилось прийти к слесарю таким сложным путем. Мне машины всегда нравились. То есть свои машины всегда ремонтировал, это с давнишних времен. Но так получилось, что вообще-то учился на программиста, и это не пошло. Вот. Потом я в этой же компании работал водителем, тоже не мое, и все-таки решил попробовать, рискнуть, вот отучиться на слесаря и перевестись. И вроде получается, нравится. Главное еще и желание, чтобы было. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым. При насморке кажется, что у тебя очень большой нос. Это можно исправить. Ксинозол помогает устранить отек слизистой оболочки носа. Ксинозол – местное средство для лечения различных видов ринита. На каждом праздничном столе неизменна традиция – боржоми. Боржоми помогает наслаждаться любимыми блюдами и дарит чувство легкости после еды. Открой, насладись, ощути легкость. Боржоми. Почему халва? Я могу купить что угодно и оплачивать частями 24 месяца. Даже онлайн, даже за границей. Или купить в рассрочку у партнеров без переплат. Захочу – сниму наличные. Захочу – сделаю перевод. И в ЕРИП покупки оплачу. Поэтому я на халве. Это все мне. Айсберг по курсу. О нет, нам грозит кораблекрушение. Ну все, приплыли. От першения и сухости в горлышке фитоспрей. Натуральные масла уменьшают сухость, дискомфорт и раздражение в горле, облегчают глотание. Фитоспрей при першении и сухости в горле. Встречаем Мишки-Авалар спокойствие для ребятишек. Мишки-Авалар спокойствие, иммунитет, омега-3 и другие Мишки-Авалар с натуральными соками в аптеках городов Беларуси. Еда, телевизор, книги, интернет не помогают быстро уснуть. Меласон ускоряет засыпание и улучшает качество сна. Препарат не вызывает ощущения вялости и разбитости, не вызывает привыкания и зависимости. Меласон – эффективный лекарственный препарат при нарушениях сна. Эмоции и заряд. Играем 3 в ряд. Белбет — новая механика. Заходи и играй в легендарную игру. Максилак. 4,5 миллиарда полезных бактерий для поддержания баланса кишечной микрофлоры у взрослых и детей с 3 лет. Удобно. Всего 1 капсула в день. С заботой о себе и о семье. Друзья, мы снова говорим вам «Доброй раницы, Беларуси». Продолжается наш исключительно добрый прямой эфир. Сегодня 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. И у нас в гостях прекрасная девушка, которая своим примером доказывает, что протез не мешает ей полноценно жить и творить. Быть примером для других. И встречаем в нашей утренней студии Елизавету Чернявскую, девушку с бионической рукой. Очень красивую девушку, сразу хочу отметить. Модельной Я думаю, внешности. что наши зрители тоже это наверняка заметят. Елизавета, но мы бы хотели сразу начать с того, вообще, что такое бионическая рука, и причем не только в теории об этом поговорить, а вы можете нам и на практике показать, и продемонстрировать, как это работает. Выглядит. Современные технологии на службе человека. Да, конечно. Вот бионический протез, он вот таким образом выглядит. Кстати, выглядит очень стильно, такой киберпанк немножечко можно было даже, выбрать да? цвет. Да. То есть можно было взять и телесный, розовый, любой. То есть Но вот вы я взяли выбрала черный. Ну, на мой взгляд, он тоже достаточно стильный. Да, поэтому да. именно такой и выбрала. Вот. Ну, как это собственно, работает? Я вижу, у вас там кнопочка. Да, расскажите. Я нажимаю на кнопочку, чтобы его включить, чтобы он постоянно не работал. Он разряжается. То есть я мышцой управляю, могу взять ткань.
стаканчик, собственно, вот так вот. Круто. Держать. То есть если нужно длительно что-то носить, я могу выключить и все вот так вот. И поставить снова носить. стаканчик на место. Да. Елизавета, но вы вот как им управляете? Это все-таки, вот как мы условно говоря, ну, нам нужно подумать, дать сигнал в мозг, и тогда вот наша рука там или нога Сила двигается. мысли. Сила мысли управляет протезом или что-то еще другое вмешивается? Ну, можно и так сказать. То есть здесь стоят у меня датчики, здесь у меня культя еще до сюда, то есть вот он одевается на нее. И вот здесь можно даже заметить, что выделяются датчики, и они реагируют на мышцы. То есть я, соответственно, даю сигнал мышцам в левую сторону, раскрывается, в правую закрывается. Круто. То есть можно тоже, ну, таким образом. Слушайте, Вот он мир высоких технологий, понимаешь, ворвался в наш прямой эфир. И это прекрасно и красиво, и самое главное, на службе человека. Елизавета, ну вы такая красивая сидите, очень уверенная в себе девушка, но ведь так было не всегда. Я вчера специально зашла в ваш инстаграм-аккаунт, да, и вот проследила вашу историю становления. Расскажите, пожалуйста, вот еще 20 лет, мне кажется, представить себе назад, что вы так спокойно придете в прямой эфир, говорить об этом на всю страну, наверное, было бы невозможно. Да, конечно, я очень стеснялась, боялась, я ходила с длинным рукавом в какой-то период, вот так вот даже летом натягивала его, чтобы не было руку видно. Да, стеснялась, боялась, переживала, и относительно недавно начался такой процесс перестройки, скажем так, ну, года 4, наверное, назад, 5 лет, что-то вот такое, когда я начала в целом выходить из этой зоны комфорта. Отправная точка была какая? Вот в какой момент вы сказали себе, ну все, хватит стесняться, давай излучать уверенность и любовь к этому миру, принимать ситуацию, какая она есть, и транслировать уверенность? Ну, наверное, какой-то период я понимала уже, что мне не совсем комфортно, что мне нужно постоянно прятать, что мне некомфортно об этом говорить. И как раз я понимала, что нужно что-то делать, но не совсем понимала, что именно. И мне здесь помогло начать вообще в эту сторону двигаться интерес к психологии. Я купила обучение просто для себя, для саморазвития. И там многие люди сталкивались с непринятием себя в разных... По разным причинам. Да, по разным причинам, верно. И психолог давала такую рекомендацию найти человека, у которого есть похожая проблема, но который с ней справился, и у которого уже все классно. Кто для вас стал таким человеком? Да, кто вас вдохновил? Есть девушка, я ее нашла, я прям загуглила, искала. Девушка, она из Беларуси, переехала в США, и я ее нашла в Инстаграме, написала. Кстати, вот тоже была про нее статья, из статьи я не узнала, перешла в Инстаграм. И нашла ее, написала ей, спросила, вот как классно вы там. Она уже вела блог, рассказывала о себе. О буднях своих, да, с чем приходится сталкиваться. Показывала, не стеснялась. Меня это, конечно же, вдохновило. Я ей написала, и она сказала мне, что, слушай, люди будут смотреть всегда, это нормально. И вот в этот момент я поняла, что да, можно по-другому, и к этому можно стремиться. Вы же понимаете, они смотрят на вас и думают, прежде всего, какая вы красивая девушка, а вы еще уверенность излучаете. И ваш пример действительно пример для многих, и это вдохновляет. И я знаю, что, в общем, ваша профессиональная деятельность сегодня во многом связана именно с этим процессом. Вы вдохновляете других. Расскажите, чем вы занимаетесь в жизни, скажем так? Я занимаюсь коучингом сейчас. В данный момент уже 2 года, получается, как начала в этом развиваться. Непосредственно я не то чтобы работаю с людьми, которые тоже там не принимают себя как-то, а в целом коучинг — это сопровождение по достижению целей, но в том числе одна из трудностей, с которыми сталкиваются люди, это в том числе неуверенность. Где-то что-то стесняются сделать, пойти во что-то новое. И с этим в том числе я помогаю вот через коучинг, через вопросы. Но это не основное. То есть в целом мы работаем с целями, с планом. То есть вы помогаете даже преодолевать какие-то барьеры внутри человека. Да? Он сам себе эти преграды выстраивает и говорит, ну все, я какой-то не такой, и у меня ничего не получится. А вы личным примером просто доказываете, что все возможно, все буквально в твоих руках. А по вашим наблюдениям, вот кто к вам обращается? Вот, например, бизнесмены. Есть среди ваших клиентов? Ну, в основном сейчас у меня фрилансеры, предприниматели, да, люди, которые работают на себя, но это не какой-то крупный бизнес. Да, но хотят ярко заявить о себе в том числе. Да, да, то есть люди, которые хотят выйти на какой-то новый уровень, в том числе начать развивать свой блог, вести его стабильно. Вот какой главный совет вы им даете? Вот если одной фразой как-то это сформулировать? Ну, вообще в коучинге я не даю советов, то есть мы работаем там через вопросы, через техники, и важно, чтобы человек сам пришел к
какому-то осознанию, и тогда это действительно будет работать. Вот, поэтому прям каких-то... Ну, загляни внутрь себя, наверное, вот если все-таки формулировать, да, то это примерно такой тезис. Я бы сказала, что поменять отношение вообще к любой ситуации, вот если так говорить, то посмотреть на ситуацию с другой стороны, потому что чаще всего человек смотрит и накручивает, надумывает плохой вариант сразу. И причем даже вопрос, вот, а что самое худшее произойдет? Вот в том числе в моей истории. Если я выйду на улицу в майке и будет видно протез, что самое худшее произойдет? Ну, вообще-то ничего. Да, Будут наоборот. смотреть, да, это плохо? Вроде бы нет. Но люди к вам часто подходят сейчас, вот вы, когда просто идете по улице? Не подходят. В этом и интересно, что вот казалось, что ой, все будут так смотреть, многие не замечают. Но сейчас даже когда уже с черным протезом больше смотрят, больше обращают внимание, но уже как бы без разницы. Хотя летом были моменты, что мне, например, там на рынке клубничку подарили. Это приятные бонусы, это приятное внимание. Да. Лиза, скажите, а вот у вас такая модельная, ну, одним словом, мне кажется, все это уже заметили, внешность. Вас не приглашают, например, на фотосессии? Сейчас же это очень популярная такая социальная тема, в общем. Ну, на самом деле активных предложений нету, но я принимала участие в съемках для брендов несколько раз. 3 раза, по-моему. То есть это была фотосессия для бренда одежды, для бренда украшений. Вот. Хотелось бы, конечно, побольше. А вы же чувствуете себя красивой? Вот очень тоже важный такой аспект, вот что вы красивый человек. В хорошем смысле. Я понимаю, что не нарциссический сейчас момент вот этот, а именно... Органичный человек. Для каждой девушки хочется быть красивой. Да, да, я осознаю свои какие-то и преимущества, и фигуры, и на самом деле еще до того, как меня начали приглашать, я сама задумалась о том, что действительно брендам тоже интересно, то есть я могла бы помогать им выделяться, то есть люди смотрят на протез, соответственно, где-то в рекламе они тоже могли бы больше внимания обращать, и для бренда это хорошо. И то, что меня приглашали, это тоже с большего моя, наверное, заслуга, потому что я сама делала такое предложение, писала в социальных сетях, что... Я бы на месте дизайнеров присмотрелась, потому что мы сейчас живем в эпоху личности, да, а всегда за личностью есть какая-то история жизненная. И это точно про вас. Поэтому, дорогие белорусские дизайнеры, пожалуйста, выстраиваемся в очередь. Хорошо, Лиза, давайте расскажем про то, что вы же окончили университет. Да? Расскажите, какое у вас высшее образование? Экономический университет я заканчивала. Так, хорошо. А часто ли к вам вот обращаются люди с подобными, возможно, проблемами? И просто просят чисто психологически помочь? В соцсетях, может быть, кто-то пишет? Вообще прям не обращаются, но пишут, да. Некоторые девочки писали, что вот у меня, даже, кстати, мужчина недавно писал, что вот у меня тоже такая ситуация. Опять же, я выкладывала рилс, они замечали меня таким образом, писали, что-то немножко спрашивали, комментировали, где я делилась своей историей, рассказывала, что вот как у меня это все происходит. Лиза, в любом случае мы благодарим вас за то, что вы действительно своим примером, мы неоднократно это говорили, вдохновляете других и вообще абсолютно всех и каждого. Спасибо, что вы уделили нам время в прямом эфире. Мы вас ждем на разных площадках, не только в интернете, но и на модных показах в том числе. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. И вам желаем хорошего дня. И, друзья, мы прощаемся со всеми до следующего часа. Увидимся после короткого блока новостей. Оставайтесь с компанией «Доброй раницы, Беларусь». Хватит нежности, наверное, на 100. Мурашки по коже, мы так с тобой похожи. И тонем в океане невесомости. Мурашки по коже, ты любишь, я тебя тоже. Да, давай без глупостей. С тобою в невесомости. Мурашки по коже, мы так с тобой похожи. Один за днем и годы бегут, забытый год. Ты моя, я, ты вроде бы happy. Ошибки пройдены вместе, это все не зря. Я люблю тебя. С тобой похожи. Мурашки по коже, мы так с тобой похожи. И тонем в океане невесомости. Мурашки по коже, ты любишь, я тебя тоже. Ты любишь, я тебя тоже.
Недовольство французов бюджетной политикой Макрона, скандальный проект бюджета в Болгарии и кто признан лучшим белорусским футболистом. Новости к этому часу в прямом эфире. Продолжается официальный визит президента в Алжир. Первый в истории отношений наших стран. На сегодня запланированы переговоры глав государств Александра Лукашенко и Абдель-Маджид Тибуна в узком и расширенном составах с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных проектов. Планируется обсудить перспективы поставок техники и промышленной кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере. Александр Лукашенко, напомню, прибыл в Алжир накануне, провел ряд рабочих встреч со спикером Национальной народной ассамблеи, а также премьер-министром. Отмечена положительная динамика отношений и готовность вывести партнерство на новый уровень. Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами африканского континента, потому что за Африкой будущее. Вы человек, который прежде всего занимается экономикой, торгово-экономическими отношениями. Потом вам не безразлично, как будут реализовываться те проекты, которые мы с вами определим в дорожной карте. Мы обязательно должны выработать абсолютно работоспособный план наших отношений, наших действий. И я думаю, спустя определенный период времени, пусть через полгода, уже потом в Минске, наверное, наша совместная комиссия, которая создана двумя странами, соберется и уже детально проанализирует, как же мы движемся по этой дорожной карте. Все, что мы сегодня производим в Беларуси, для вас нужно. Но, как и все африканские государства, очень правильно ориентируются на приобретение, прежде всего, технологий. Мы готовы предоставить вам технологии в области машиностроения, нефтехимии, химии, сельского хозяйства, IT-технологий. Мы готовы с вами сотрудничать в сфере военно-промышленного комплекса. Словом, господин премьер-министр, закрытых тем в наших отношениях нет. Очень хотел бы, чтобы ваши специалисты, вы нашли время, приехали в Беларусь, изучили нашу экономику и приняли соответствующее решение в рамках того, что вам нужно будет взять из Беларуси. И в этом направлении мы будем работать. Отмечу, Алжир – самая большая страна Африки и одна из самых сильных ее экономик. Важный центр международной морской торговли, транзитный маршрут между Европой и Африкой. В прошлом французская колония, заинтересованная в диверсификации торговых партнеров за пределами Запада. И наши принципы, основанные на уважении, равенстве и невмешательстве во внутренние дела, Алжиру близки. В белорусах видят долгосрочных партнеров и нацелены на сотрудничество за узкими рамками торговли. Беларусь – стабильный поставщик сельхозтехники и продуктов питания. В свою очередь, Алжир для нас не только емкий рынок, но и окно возможностей для работы на континенте. Страна может стать определенным хабом для наших товаров и дальнейшего продвижения в Африке. Взаимная торговля пока не впечатляет, около 50 миллионов долларов, но партнеры намерены задать новый план. В Москве состоялась почти 5-часовая встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США. Урегулирования в Украине затронут и территориальный вопрос. Помимо изначального плана США, Москве переданы еще 4 документа. Некоторые американские наработки для Кремля приемлемы, некоторые нет. Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву. Прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти
американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия. И главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного, долгосрочного мирного регулирования на Украине. Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. И, как добавил Ушаков, стороны видят огромные перспективы для взаимодействия. Что же касается возможностей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, все зависит от прогресса в ходе дальнейших переговоров. Сейчас Уитков и Кушнер, как сообщается, направились в Вашингтон, где намерены доложить о прошедшей встрече американскому лидеру. И вот эксперты, анализируя встречу в Кремле, полагают, сиюминутных сдвигов в урегулировании конфликта ждать не стоит. Переговорный процесс по Украине просто входит в очередной этап. Не склонна думать, что действительно сегодня будут достигнуты какие-то принципиальные договоренности. Мы вошли в очень сложный, очень долгий процесс, который явно не закончится в этом году и, скорее всего, не закончится даже зимой будущего года. Этот процесс согласования позиций 4 сторон, которые принципиально друг с другом не согласны. Украина демонстрирует, что она вообще как бы не хочет никакого мира. Она хочет перемирия. Это равно время для перевооружения, для того, чтобы получить новое оружие, новых инструкторов, похватать на улицах новых бойцов и с новыми силами отправить их опять в бой. Эту же позицию демонстрирует Европа. Есть Россия, которая хочет, чтобы эта проблема была ликвидирована в принципе. Ну и есть 4-я сторона, это США, президенту которых, безусловно, хочется обладать титулом главного миротворца и главного разводящего на планете Земля. Но опять же у них есть и свои коммерческие интересы. Забастовка ради наших пенсий. Услышат ли власти народный гнев на улицах французской столицы против бюджетной политики Макрона? Французы требуют социальной справедливости, узнав о проекте бюджета на будущий год, которым сокращаются расходы во всех сферах, кроме обороны. Там, напротив, планируется увеличение трат на 6,7 миллиардов евро. В рамках мер экономии правительство заявляет и о намерении сократить социальные пособия, увеличить стоимость медицинской страховки и отказаться от индексации пенсии в 2026 году. Дефицит бюджета во Франции уже более чем в 100 миллиардов евро, и он привел к снижению доверия кредиторов французской экономики. После масштабных протестов в Софии и за ее пределами правительство Болгарии окончательно отзывает спорное предложение по бюджету. Власти хотели резко повысить налоги и взносы на социальное обеспечение. Протестующие уверены, от этого пострадают в основном простые рабочие. Социальное потрясение происходит в тот момент, когда Болгария вступает в последние этапы подготовки к вступлению в еврозону. Страна должна перейти с лева на евро 1 января. И на фоне массового народного гнева президент Болгарии призвал к отставке правительства и к досрочным выборам. Рост региональной экономики, наращивание экспорта и эффективные инвестиции. Предприятия агропромышленного комплекса осваивают новую продукцию с целью расширения рынков. Слуцкий сыродельный комбинат реализует 6 инвестпроектов в сфере глубокой переработки молока. Инновационное – это производство лактоферина, особого функционального белка.
Свои достижения и у холдинга «Первый молочный». На филиале в Вилейке почти год занимаются выпуском импортозамещающей продукции, среди которой сыр камамбер. Особые рецептуры и технологии позволили белорусским сыроделам войти в десятку стран, где выпускают элитную продукцию. За год выпуска данного сыра наш покупатель уже привык к этому продукту, полюбил его, и наш сыр активно пользуется спросом в торговых сетях Республики Беларусь. Из новых видов продукции, конечно, в планах есть попробовать выпускать продукцию с какими-либо добавками на сегодняшний день. То есть это возможно с трюфелем. В планах Вилейского участка крупного молочного холдинга освоить и другие виды сырной продукции по импортозамещению. Премьера на Первом информационном уже в эту субботу вечерний интерактивный подкаст, где есть место харизматичным собеседникам, тонкому юмору и мужской химии. Андрей Сыч и Алексей Волков, будучи авторами собственных проектов, решили объединить усилия, по-своему взглянуть на события в стране и мире. Они настроены пообщаться со зрителями в прямом эфире. Ваши вопросы и комментарии в телеграм-канале «Волков и Сыч» помогут лучше разобраться в темах программы. Подписывайтесь уже сейчас, пишите в чат-бот «Волков и Сыч» в прямом эфире на Первом в субботу в 22:15. Не ты ли, Андрей, вот этот летний снегопад? Я зимнее состояние. Главное, чтобы тебя жена так не кормила по вечерам, Андрей. Эх, Алексей. Диалоговые площадки, форумы, выставки, ярмарки. И сегодня особое внимание людям с ограниченными возможностями. В Беларуси более полумиллиона людей с инвалидностью. Это порядка 6% населения. Инклюзивная среда, доступное образование и возможности трудоустройства. В стране создаются максимально комфортные условия. Все, чтобы такие люди чувствовали себя наравне со всеми, развивали таланты и были полезны обществу. Ведь качество жизни и создание равных возможностей для каждого – один из приоритетов нашей социальной политики. Мы сегодня видим, что государство максимально мотивирует нанимателей к тому, чтобы они создавали специализированные рабочие места для инвалидов и принимали людей с инвалидностью в свои коллективы. Сегодня это такие меры, как компенсация нанимателю затрат на адаптацию к трудовой деятельности. И в рамках этой меры сегодня многие люди с инвалидностью получают востребованные профессии. Швея, оператор ЭВМ, бухгалтер. Это меры также по бронированию рабочих мест. А в текущем году добавилось и квотирование рабочих мест. В Беларуси выстроена и система поддержки семей, в которых воспитываются особенные дети. От материальных выплат и трудовых гарантий до бесплатной реабилитации и инклюзивного образования. Валерий Громыко признан лучшим футболистом года. Престижную награду за полузащитника сборной Беларуси и казахстанского «Кайрата» получили его родители во время торжественной церемонии закрытия футбольного сезона «Звездный мяч». Лучшим тренером стал наставник бронзового призера чемпионата Славии Иван Биончик, а лучшей футболисткой страны названа игрок московского «Динамо» Анастасия Шлопакова. Александр Шестюк из Ислачи забрал сразу 2 награды лучшего бомбардира и нападающего чемпионата. Руслан Лисакович из МЛ Витебска стал лучшим полузащитником, а его гол в ворота Минска назвали самым ярким. Павел Павлюченко выиграл в номинации «Лучший вратарь» и футболист национального чемпионата, а Захар Волков стал лучшим защитником. Свой звездный мяч получили и представительницы прекрасного пола. Виктория Валюк признана лучшей футболисткой чемпионата. В первую очередь спасибо хочу сказать нашим девчонкам, ФК Минску, нашей команде за этот тяжелый сезон. Не все получилось, но все равно у нас все хорошо. И дальше будем больше работать. 3 награды я не ожидала, конечно, но мне очень приятно. Спасибо всем тем, кто за меня голосовал.
И еще о наградах. Юрий Малеев стал лучшим тренером среди женских команд. Призы за волю к победе и справедливой игры получила Минская «Динамо», а их одноклубники из Бреста стали обладателями приза зрительских симпатий как самая посещаемая команда чемпионата. И еще больше новостей в нашем мобильном приложении на сайте Newsbuy, а также на мультимедийном портале video.bel. Утренний эфир продолжает программа «Зона X». Я Юрий Шевчук. Здравствуйте. Красивый бизнес, но нелегальный. В Беларуси борцы с экономическими преступлениями закрыли сеть салонов красоты. Принадлежали они семейной паре из Минска. Известно, что мужчина и женщина вели на протяжении 3 лет незаконную предпринимательскую деятельность. Бьюти-услуги оказывали в разных городах страны без лицензий и уплаты налогов. Их нелегальный доход превысил 1 000 000 рублей. А вопросы возникли также к качеству оказываемых услуг. Установлено, что они организовали сеть салонов красоты и на протяжении 3 лет оказывали косметические услуги на территории Гродненской, Минской и Могилевских областей, не имея при этом ни лицензии, ни регистрации на предпринимательскую деятельность. И продолжаем обзор криминальных и чрезвычайных происшествий далее в программе. Разбой с проникновением в жилище, причинение тяжких телесных повреждений, убийство заведомо престарелого. Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Пуховического района. Как установлено, в ночь с 5 на 6 января 2007 года нетрезвый обвиняемый проник в дом 83-летнего жителя деревни Светлый Бор. Там он нашел небольшую сумму денег, часы и государственные награды. Когда же преступник встретился с хозяином дома, то сбил его с ног и ударил молотком по голове. В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинены опасные для жизни тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от которой через несколько дней пожилой мужчина скончался в больнице. В период с 2010 по 2018 год обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищение, в том числе разбой, а также за другие преступления. Освободившись из мест лишения свободы в ноябре 2024 года, обвиняемый вновь совершил особо тяжкое преступление. Долгое время преступление об убийстве ветерана Великой Отечественной войны оставалось нераскрытым. Однако, благодаря кропотливой работе сотрудников правоохранительных органов, удалось установить, что преступление в 2007 году совершил 37-летний житель Пуховического района. Цена за тюбик пасты 50 копеек. Такой расклад насторожил брестских таможенников. 164 тысячи единиц зубной пасты, отправитель которой литовская фирма, перемещалась в грузовике МАН. По документам стоимость товара составляла всего-то 90 тысяч рублей. А вот по факту суммы были занижены в десятки раз. При проведении дальнейшей проверки, в том числе обнаружения 2-го комплекта документов на товар, была установлена настоящая стоимость, которая составила более 560 тысяч рублей. В Брестской таможне в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии с частью 3 статьи 15.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Эксперты помогли разобраться в причинах пожара в одном из ресторанов Минска. Оказалось, что во фритюрнице отсутствовали запчасти. ЧП произошло минувшей осенью. В помещении кухни произошел пожар, который вовремя ликвидировали спасатели. Работники заведения рассказали, что пламя вспыхнуло во время приготовления пищи. После инцидента была назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Проведенные исследования по установлению механизма возникновения горения в очаге пожара, в том числе анализ пожароопасных свойств горючей среды, позволили экспертам категорично утверждать, что отсутствие важного конструктивного элемента, обеспечивающего безопасность функционирования кухонного оборудования, привело к перегреву масла с последующим воспламенением его паров и сыграло ключевую роль в возникновении пожара. Столкнул автомобиль в кювет и скрылся. Сотрудники ГАИ нашли водителя, который устроил ДТП в Волковыском районе. Его лишили прав на 4 года. Все произошло еще 23 ноября. Тогда в интернете появился ролик, где водитель Ford буквально столкнул с дороги другую легковушку во время обгона.
Установлено, что нарушителем оказался 37-летний житель Гродно. За такие опасные маневры он лишился водительского и заплатил крупный штраф. Сразу 3 авто столкнулись в Минске накануне. По информации ГАИ, 51-летний водитель «Газели» во время перестроения не пропустил попутный «Ситроен». Произошел удар, после которого французское авто отбросило в автобус МАЗ. Впрочем, в аварии никто не пострадал, лишь авто получили механические повреждения. Это был проект «Зона X». Наши новости есть на YouTube-канале проекта и в Instagram. Хорошего дня и проведите его на светлой стороне. А про темные новости из мира криминала мы расскажем в нашей вечерней программе. Кашель душит изнутри? Кадиллак Бронхо – это таблетки от кашля с комбинированным составом. Активен уже через 30 минут. Кадиллак Бронхо – тройное действие против кашля с мокротой. Кадиллак Бронхо борется с кашлем и его причинами. Па інфармацыі Белгідрамета 3 снежня надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў цёплай паветранай масе. Месцамі па краіне чакаецца туман. У Брэсце плюс 6 градусаў. У Гродні 4 цяпла. У Віцебску плюс 3. У Магілёве 4 вышэй за 0. У Гомелі плюс 5 градусаў, невялікі дождж. У Мінску дзённая тэмпература паветра плюс 4 градусы. У бліжэйшыя дні ў сталіцы у чацвер кароткачасовыя ападкі, дождж, мокры снег плюс 6, у пятніцу плюс 4 градусы, невялікі дождж. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве плюс 2, Вільнюсе плюс 3, у Кіеве 6 цяпла, у Варшаве плюс 5 градусаў. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 10, Вене плюс 4, Берліне 5 цяпла, у Рыме 14 з плюсам. Доброй раницы, Беларусь! Доброе утро, страна! Ольга Венская, Нина Можейко. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире утром среды, 3 декабря. Ну и, к слову, исследования показывают, что если начинается рабочий день не с работы, а просто с разговоров, которые расслабляют, то день получится очень продуктивным и эффективным. 100%. Попробуем это прямо сейчас вместе с нашей коллегой Машей Хрусталевой. Маш, привет! Доброе утро! Привет, доброе утро! Поэтому среда всегда очень продуктивный день, потому что мы ее начинаем с подборки новостей из мира медиа. Сегодня вот зима началась, а у нас есть как раз-таки новости очень горячие, не только потому, что рубрика называется «Дай перца», но и потому, что некоторые фильмы тоже и с перчиком, и с огоньком. Прямо сейчас о них расскажу. И для начала кое-что действительно острое в мире шоу-бизнеса, а может быть и в мире рынка недвижимости, появился новый термин – эффект Долиной. Звезда эстрады Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала. Все началось еще летом 2024 года, когда артистка публично объявила, что оказалась в центре хитроумного преступления. По ее словам, аферисты провели операцию, итогом которой стал арест ее апартаментов. Расследование выявило детали схемы. С певицей вышли на связь в мессенджере, мошенники представились сотрудниками силовых ведомств, и под этим предлогом они уговорили артистку не просто продать свое жилье, но и перевести им вырученные средства. По данному делу суд уже вынес приговор 4 обвиняемым. Ключевым и спорным решением суда стало возвращение не только средств, но и права собственности на квартиру самой Ларисе Долиной. Это и спровоцировало волну негодования. Получается, что покупательница, которая как раз-таки, как говорят, по крайней мере, не связана с мошенниками, осталась и без квартиры,
и без денег. Культура отмены добралась и до нас. Послушайте, но мне кажется, нужно дать слово самой Ларисе Долиной, ведь, по-моему, публично она нигде не заявляла, что деньги я не верну. Ну, по-моему, я этого не слышала, по крайней мере. Может быть, зря она, Лариса Долина, все это выливает. И так человек в стрессе находится в последнее время. А тут еще и такая шумиха поднялась. Ну, честно, так вообще прикольно и даже отчасти, может быть, приятно, хотя это прозвучит цинично в данной истории. Но вот эти все мемчики прикольные, обездоленные, вот эта вся история, да, про обездоленных. Ну, и надо сказать, что столько рекламных кампаний вот именно с Ларисой, как будто бы у нее даже новая волна популярности, может быть, на фоне, казалось бы, негативного момента, но все зато о ней говорят. Почему бы и нет? Мечта сбылась певицы. Новая волна популярности 100% появилась на самом деле. И появилось как будто бы действительно больше шуток в интернете, нежели реакции на само событие. Хотя другие звезды шоу-бизнеса, кстати, отреагировали. И все по-разному отреагировали на это событие. Иосиф Пригожин, как я понимаю, встал на защиту артистки. А певица Слава, например, наоборот сказала: а вот и так у нас, у звезд, у известных личностей, не хотят квартиры покупать, потому что думают, что это может быть какой-то обман. Так я теперь вообще никогда свое жилье не продам. Ну, сложно и сопереживать. Какой-то обвиняющий, обвинительный мне тон, кажется, да? просто кто-то сгущает краски, честно говоря. И тот случай, когда, возможно, Слава пиарится просто на громком имени Ларисы Долиной. Вот похоже на это, если честно. Ну, честно говоря, что сейчас вообще ситуация принимает такие обороты, хочется немножко поддержать уважаемую Ларису Долину, потому что все-таки она большой вклад в искусство сделала, и погода в доме благодаря ей у нас наладилась в том числе. Мы желаем достойно выйти из этой ситуации, а не так, как у нее бывает иногда на интервью. И не делать лишних каких-то телодвижений, громких заявлений, Да. а все по делу и четко. Вообще, вы знаете, за человека говорят его поступки, его дела. Именно по этому моменту мы и будем оценивать Ларису Долину. Поэтому мы точно желаем, чтобы у всех погода в доме была без какого-либо буллинга. Ни в одну сторону, ни в другую. Что ж, переходим к новостям из мира кино. На этот раз известна дата выхода документального фильма «Брат навсегда». Премьера картины состоится 12 декабря. Фильм выйдет сразу на нескольких онлайн-сервисах. Режиссеры Анна и Григорий Сельяновы провели глубокое исследование от анализа съемочного процесса «Брата» и редких архивов до интервью со специалистами. Картина приурочена к 25-летию «Брата 2». Съемочная группа прошлась по знаковым местам дилогии от Москвы и Петербурга до Чикаго и Нью-Йорка. Среди эксклюзивных материалов съемки на даче Балабанова под Петербургом, где и создавали сценарий фильма. В проекте также приняли участие сыновья Григория Сельянова, режиссер Никита Михалков, актриса и певица Ирина Салтыкова, а также актриса Дарья Юргенс. Это та самая, которая говорит: мы домой летим. Домой, домой, это правда. Ох, мы помним, конечно, вообще культовая картина в любом случае. Надо сказать, что на этих кадрах мы видели в том числе и создателей этого кино, о которых тоже пойдет речь, и в частности была костюмер. И надо сказать, что вот она вообще заслужит отдельного внимания, потому что, оказывается, она тогда, когда было понятно, в каком образе будет играть брат, вот этот знаменитый свитер, да, который все на потом выпуск, хотели на носить. вырост такой немножечко. Да, в общем, она очень грамотная женщина. Когда было понятно, что слишком мало средств группы, чтобы всех перевести в США ради съемок, они сказали, что без костюмера едем. Она говорит: хорошо, но свитер у меня, поэтому вам придется все равно взять меня с собой. Ну, мне кажется, во-первых, хочется еще сказать, что 25 лет прошло, неужели так быстро летит время? А во-вторых, конечно, уже время доказало, что этот фильм вошел не просто в историю кинематографа, он стал отображением культурных кодов своего времени. Как раз-таки, возможно, кто-то со временем из дизайнеров, да, будет как раз-таки вдохновляться этим фильмом, свитером, чтобы создавать в том числе и свитера, вдохновленные Есть Сергеем такое. Бодровым. И как будто бы эта тема становится актуальной и сейчас. Как будто мы вновь на этот виток заходим, да? Действительно, эти фильмы стали зеркалом эпохи, которая сейчас 100% возвращается в моду. Не зря же вот именно в последние годы тоже начали снимать сериалы про 90-е, поэтому 90-е в тренде, ну или, по крайней мере, романтизируются 90-е, это 100%. Но я думаю, что и Сергей Бодров тоже стал каким-то символом той эпохи, и его как бы мистическая и трагическая, в том числе, судьба тоже сыграла большую роль в том, что не только фильмы гениальны, но и есть какой-то особый интерес, особая загадка в том, какая же у него сложилась жизнь. Поэтому мы ждем эту документальную работу. И помним, в чем сила. В правде. Вот.
А Сила точно помним, мы помним, куда мы летим. Мы летим домой. Мы летим в следующей новости, Маша. Я же говорила, что будет и новость с огоньком. Так вот, вышел сериал «Жар» с Марком Эдельштейном в главной роли. В центре сюжета самовлюбленный шеф-повар, которого увольняют из элитного столичного ресторана. Из-за скверного характера никто в индустрии не хочет с ним работать. Но герой открывает заведение вместе с молодым поваром, которого знает всего один день. Попытка найти инвесторов оборачивается бедой. Под угрозой оказываются не только мечты кулинаров, но и жизни родных им людей. К актерскому составу также присоединились Даниил Воробьев, Анна Чаповская, Александр Олешко, Алла Сигалова и другие. Все эпизоды уже доступны для просмотра на онлайн-сервисах. И тут... Тот редкий случай, когда продюсерам удалось совместить сразу два жанра. Это не только кулинарная какая-то комедия, как можно было бы сравнить с той же «Кухней», а это кулинарный триллер. Там и криминал в том числе присутствует. Какой-то кулинарный поединок практически на экране. Вот убьют какую-то говядину. Да, и потом, да, затушат. Вы знаете, просто мне кажется, что вообще история кулинарная, она очень востребована в медиапространстве. Неважно, программы это, либо фильмы, это всегда, скорее всего, будет очень хорошо монетизировано. Мы просто любим поесть. Ну, есть такая слабость у человека, это правда. И, судя по всему, и на экранах в том числе нас периодически привлекают какие-то такие герои, у которых немножко мафиозное, то ли какое-то криминальное прошлое, а тут совместилось и про поесть, и вот какой-то есть такой флер у обоих, кстати, героев. Хищник такой, да? И Марка Эдельштейна, и Данила Воробьева. Ох, Маша, разбудила ты наш аппетит, и прям, правда, захотелось поесть, но мы и тебе пожелаем, во-первых, приятного аппетита сегодня. Хорошего завтрака, спасибо и обеда, и ужина. А вам желаю хорошего дня. И прямо сейчас для тех, кто хочет позавтракать чем-то очень необычным, интересным, Толя Моисеев очередной рецепт покажет, расскажет и обязательно приготовьте. Давайте смотреть. Доброе утро! Всем, кто любит вкусно позавтракать, предлагаю на минутку отвлечься от утренних сборов и посмотреть рецепт, который вы точно возьмете на вооружение. Готовим мини-булочки удобной формы в виде рулетиков с хрустящим тестом и сочной мясной начинкой. Отличный вариант для завтрака. Нам понадобится слоеное тесто, фарш, лук, укроп, петрушка, майонез, сыр, соль и перец. Выкладываем мясной фарш в миску. Нарезаем лук мелкими кубиками и отправляем к нему. Туда же добавляем измельченную зелень укропа и петрушки. Вбиваем одно яйцо и добавляем пару ложек майонеза. Солим и перчим по вкусу. Натираем в начинку твердый сыр. Хорошо перемешиваем. Готовое размороженное слоеное тесто немного раскатываем. Выкладываем начинку и распределяем ее равномерным слоем по всей поверхности листа. Сворачиваем в плотный рулет. Режем на порционные кусочки по 3-4 сантиметра. Выкладываем в жаропрочную форму на расстоянии друг от друга. Смазываем взбитым яйцом, чтобы получить румяную корочку. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Булочки из слоеного теста с фаршем – это не просто выпечка, а рационально собранный завтрак. Белки из мяса и сыра, углеводы из теста, свежесть от зелени и удобная порционная форма. Такой формат сочетает насыщение, вкусовую выразительность и практичность подачи. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита! Stars to tell.
Ваше мнение имеет значение. Мы там, где вы едете, работаете, отдыхаете. Читайте, слушайте, смотрите. Только проверенные факты, авторитетное мнение, откровенное интервью. Издательский дом «Беларусь». Сегодня у нас общие интересы. На все случаи «Здравствуй, елка, Новый год». Фикс прайс. Низкая цена. Ежегодный праздник оперы в Большом. Премьерные спектакли «Орлеанская дева», Евгений Онегин, «Ацис и Галатея», призер «Золотой маски» спектакль «Мастер и Маргарита» и заключительный гала-концерт с 11 по 21 декабря. Минский международный рождественский оперный форум. Генеральный партнер – страховая компания «Белгосстрах». 4 эффекта канифрон форте помогают нормализовать мочеиспускание и устранять жжение в комплексном лечении нетяжелого цистита. Канифрон форте. Здорово, когда ничто не нарушает планы. Вот это цены в соседях! С 26 ноября по 9 декабря. Форель стейк Дель Маре 400 грамм всего 15,99. Хек Дель Маре 1 килограмм всего 10,99. Тушка утенка 1 килограмм всего 8,99. Соседи всегда выгодно зайти. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290. Ани Лорак. 19 декабря. Минск. Дворец спорта. 6+. Еда, телевизор, книги, интернет не помогают быстро уснуть? Меласон ускоряет засыпание и улучшает качество сна. Препарат не вызывает ощущения вялости и разбитости, не вызывает привыкания и зависимости. Меласон – эффективный лекарственный препарат при нарушениях сна. Ого! Цены в Белмаркет! Целую неделю со 2 по 8 декабря. Мандарин Турция 1 килограмм всего 5,99. Ветчина Березовская 16,99 за 1 килограмм. Спешите за покупками! Гостиницы, кафе и рестораны, спа-центры, аренда офисов. Сеть гостиниц и ресторанов «Виктория». Добро пожаловать! На каждом праздничном столе неизменна традиция – боржоми. Боржоми помогает наслаждаться любимыми блюдами и дарит чувство легкости после еды. Открой, насладись, ощути легкость. Боржоми. Покупай как царица в Черную пятницу на Озон. Фильтр кувшин Аквафор от 11 рублей. Чай зеленый Церемони от 9 рублей. Пятновыводитель Елизар от 18 рублей. Декабрь – это время волшебства и подарков каждый день. Заходите в приложение «Мой Макбай», разрывайте упаковку и забирайте праздничный купон. Макбай, мечтайте всем сердцем. Доппельгерц магния цитрат 400 с витаминами С, В6, В2. Источник суточной нормы магния для взрослых. Доппельгерц. Сила 2 сердец. Один мальчик не один дома, а одна большая семья осталась дома. А одни друзья тоже остались дома. Неудивительно, ведь в эти новогодние праздники А1 дома со скидкой 70%. Подключайте тарифный план «Все в дом Анлим» всего за 14 рублей 70 копеек в месяц. И забирайте смартфон со скидкой. А1. Один для всего. Доброй раницы, Беларусь! Доброе утро, наша любимая страна. Прям, ты знаешь, петь как будто не дохочется. Настолько прекрасное сегодня утро. Оно зимнее, но только на календаре. 3 не декабря. Не сдерживай себя, Оля. А знаете ли, если открыть форточку побольше, вы поймете, что не такой уж там морозный воздух. Так что пока именно зимние показатели отменяются. Но знаете, что не отменяется? Техосмотр. У автовладельцев есть почти месяц, чтобы пройти техосмотр по привлекательной цене. Предприятие «Белтехосмотр» запустило акцию, которая может заметно упростить жизнь автолюбителям. Весь месяц владельцы легковых машин, небольших грузовиков и прицепов могут пройти техосмотр. И дешевле, чем обычно. Размер скидки зависит от того, когда именно вы приедете на станцию.
самый выгодный период – это первые 10 дней декабря. Помечайте и обводите в своем календаре. В это время стоимость контрольно-диагностических работ снижается сразу на 30%. Далее скидка уменьшается. С 11 по 20 декабря она составит до 20%, а в последние дни месяца с 21 по 31 декабря до 10%. Акцию назвали «Новогодний калейдоскоп 30-20-10». Вот что называется подход индивидуальный каждому клиенту. Да. При этом скидка касается только диагностики. Разрешение на допуск авто к движению оплачивается по стандартному тарифу. Список станций, где действует предложение, ограничен. В него вошли несколько десятков точек в разных городах, от Минска и Бреста до Ганцевича, Ляховича, Мстиславля и Жабинки. Перед поездкой лучше уточнить, входит ли выбранная станция в перечень участников. Так что будьте вооружены этой информацией и, естественно, используйте ее с пользой. Мы же сейчас отправимся в автомастерскую по другой причине. Там работает слесарем по ремонту автомобилей Евгений Петренко. Давайте узнаем, что делает его утро добрым. Меня зовут Евгений Петренко, я работаю слесарем по ремонту автомобилей в компании по переработке отходов. Просыпаешься чем раньше, тем лучше, так как рабочий день начинается в 7:30. Ну, где-то часов в 6 встаешь, идешь, кошку покормил, собаку, сам кофе выпил, завел машину. Ну и поехал, потому что живешь за городом, ну, минут 30-35 мне добираться, то есть из дома. Мастер выписывает каждому, что надо сделать. Ты смотришь, какая у тебя машина, что именно с ней надо сделать, ремонтировать, продиагностировать и все в подобном роде. И занимаешься, после чего сделал, есть какие-то еще сопутствующие задачи. Либо еще одна машина, либо кому-то помочь, у вас без этого никак. То есть нет такого, что прям сел и сидишь, а другие там работают. Здесь мы меняли радиатор печки. Для того, чтобы его поменять, надо разобрать часть салона. А теперь мы все собираем в обратной последовательности, как и разбирали. Наверное, самое сложное – это физически. То есть все, что в грузовых автомобилях, это все тяжелое. Ну, а второе – это не все так откручивается, как хотелось бы. То есть без помощи там сварщиков погреть, нагреть, иногда делать с этой машиной можно ничего, не подходи даже. А так в основном всему можно научиться. Главное запоминать последовательность. Если разобрал, чтобы обратно собрать. У меня получилось прийти к слесарю таким сложным путем. Мне машины всегда нравились. То есть свои машины всегда ремонтировал, это с давнишних времен. Но вот так получилось, что вообще-то учился на программиста, и это не пошло. Вот. Потом я в этой же компании работал водителем. Тоже не мое. И все-таки решил попробовать, рискнуть, вот отучиться на слесаря и перевестись. И вроде получается, нравится. Главное еще и желание, чтобы было. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым. И мы охотно верим нашему герою Евгению Петренко, что он любит свою работу. Это видно, это чувствуется во всем, что он говорит, что он делает прежде всего. И здорово найти свое призвание, чего и желаем мы всем нашим телезрителям. А еще пожелаем Евгению Петренко хорошего дня, продуктивного. Главное, чтобы все всегда получалось и спорилось в руках. Да, и самое главное, чтобы при этом хватало времени не только на работу, но и на отдых, на развлечения. Ну, например, с ветерком прокатиться где-нибудь по ледяной глади. Нина, ты умеешь кататься на коньках? Я умею, но, честно, делаю это не очень хорошо. Мне нужна была бы сноровка необходимо, и я знаю, где это можно сделать. И поддержка в виде пингвинчика? Где можно подтянуться. Пингвинчик, кстати, это тема реально. Да. В Москве на ВДНХ открылся один из самых больших катков в Европе. Это правда. Мы сейчас ему покажем и расскажем, как там хорошо. Площадь искусственного ледового покрытия более 20 тысяч квадратных метров. Одновременно находиться на нем могут 5000 человек. Как и в предыдущие годы, организаторы предусмотрели абсолютно все. Нет коньков, к услугам пункт проката. Проголодались? Добро пожаловать на фудкорт. Замерзли? В раздевалке тепло и уютно. Я хотела сказать, может, там кто-нибудь обнимает тебя тепло и горячо. В этом году на катке вновь оборудовали специальную зону для шоу. Они будут проходить в выходные и праздничные дни. В прошлом году площадку, которая успела стать настоящим символом зимней Москвы, посетили около 500 000 гостей. И в этом сезоне их ожидается еще, я бы сказала, больше однозначно. Мне повезло побывать в Москве неделю назад, и этот каток как раз готовили к открытию. Так вот, вокруг заборчика было столько зевак, все заглядывали, я в том числе. И ждали. Ну что ж там
каток уже залили, не залили, как это все выглядит. И было понятно, что это масштабно, это эпично. И даже если ты в жизни никогда не становился на коньки, вот в этом случае прям хочется встать Тебе и полететь. захочется. Но вообще это очень крутая новость, так что мы всем желаем приобщиться к этому событию. Ну а прямо сейчас предлагаем окунуться в мир инклюзивного искусства. Как стираются невидимые грани, наблюдал Матвей Личонок. Искусство позволяет видеть невидимое, как говорили великие. Оно исходит из сердца, и остановить творческий порыв невозможно. Именно эту мысль транслирует молодая незрячая художница Инна Корсак через экспозицию «Невидимые грани», организованную Белорусским союзом женщин в рамках инклюзивного проекта «Другая глубина». 2 года, как создан этот проект, и мы не ожидали, насколько он станет масштабным, широко известным в разных уголках Беларуси. И впервые в этом году выставка картин нашей художницы Инны Корсак происходила именно здесь, в Первом национальном торговом доме. Инна Корсак – это очень сильный духом человек, который ранее до этого был 10 лет инженером-технологом. И после случившегося с ней недуга она нашла в себе силы начать жизнь заново. Для художницы эта выставка символизирует своеобразный мост между незрячим человеком и зрителем. Ведь здесь посетитель может не только прочувствовать, но и увидеть, как ощущает мир Инна Корсак. Нас, простых зрителей, заставляет задуматься, что рядом с нами живут люди с уникальным восприятием мира, совершенно другой глубиной душевной, наверное. Ну и прежде всего учат. Учат стойкости, учат имеющемуся у них твердому стержню. Это не люди с ограниченными возможностями, это люди с безграничными возможностями. И вот сегодняшняя выставка – это подтверждение. Техника автора уникальна. Искусственный интеллект помогает художнице узнавать, какие цвета перед ней. Она наводит камеру смартфона на тюбики с краской, голосовой помощник называет цвет. Ну, например, какие-то вещи я рисовала губкой. Обычные губки для мытья посуды. Изначально, когда я беру холст, сначала пытаюсь прочувствовать размер холста. И дальше уже, имея какое-то представление о параметрах, допустим, холста, я делаю разметки себе скотчем, наклеиваю, где-то заворачиваю, потом я ее убираю. Дальше, после высыхания, я, например, заново делаю какие-то разметки. И так повторяется столько раз, сколько слоев запланировано на картине. Кстати, тематика работ максимально разнообразна. Здесь и пейзаж, и объект, и изображение человека. Это история о трансплантации. Здесь я изобразила швы, шрамы человека, которые происходят после трансплантации. И я сама прошла через это. И когда проснулась после такой операции, то ощутила вот этот шов у себя на теле. И я не могла ни с кем об этом поговорить, поделиться. О моральной и физической боли автора напоминает красная окантовка холста. Еще одна картина посвящена космосу. У меня здесь есть разметка. Я ее чувствую рукой. Вот здесь вот эта черная дыра, которую я пыталась изобразить. Но это про неизвестность. А вокруг происходит что-то всегда важное и новое. И вот сейчас люди очень часто интересуются космической темой, да, а для меня космос в самом человеке. Инклюзивный проект «Невидимые грани» тонко напоминает обычному зрителю, что есть мир, который мы увидеть не в силах. Этот мир скрыт от нас, как и грани Инны Корсак, которая своим творчеством помогает понять, каково это – видеть и чувствовать иначе. В праздничной суете сложно выбрать подарки? Давай помогу. А это то, что нужно. В «Пятом элементе» газовая варочная панель Haier с поверхностью из закаленного стекла и вок-конфоркой со скидкой 240 рублей всего за 799 рублей. Возможно оплата частями с участием банков-партнера. «Пятый элемент Бай». Эксперт по акциям, заботе и подаркам. Еда, телевизор, книги, интернет не помогают быстро уснуть? Меласон ускоряет засыпание и улучшает качество сна. Препарат не вызывает ощущения вялости и разбитости, не вызывает привыкания и зависимости. Меласон – эффективный лекарственный препарат при нарушениях сна. Максилак. 4,5 миллиарда полезных бактерий для поддержания баланса кишечной микрофлоры у взрослых и детей с 3 лет. Удобно. Всего 1 капсула в день. Заботой о себе и о семье.
Ого! Цены в Белмаркет! Целую неделю со 2 по 8 декабря. Мандарин Турция 1 килограмм всего 5,99. Ветчина Березовская 16,99 за 1 килограмм. Спешите за покупками! Опять сопли снова на больничный. Попробуйте Кагацел. Кагацел начинает работать уже с первых суток приема. А нам-то не поздно. Кагацел можно даже при запоздалом начале лечения. Если заболел, то Кагацел. Доппельгерц магния цитрат 400 с витаминами С, В6, В2. Источник суточной нормы магния для взрослых. Доппельгерц. Сила 2 сердец. На все случаи «Здравствуй, елка, Новый год». Фикс прайс. Низкая цена. Когда хочется легкости в ногах. Все средства хороши. Венолекс 1000 увеличивает тонус вен, уменьшает растяжимость вен и венозный застой. Венолекс 1000 в комплексной терапии венозно-лимфатической недостаточности. Почему халва? Я могу купить что угодно и оплачивать частями 24 месяца. Даже онлайн, даже за границей. Или купить в рассрочку у партнеров без переплат. Захочу – сниму наличные. Захочу – сделаю перевод. И в ЕРИП покупки оплачу. Поэтому я на халве. Это все мне. Вот это цены в соседях! С 26 ноября по 9 декабря. Блюдо прямоугольное пирекс 40 на 27 сантиметров всего 26,99. Шампиньоны альвадо резаные 400 грамм всего 2,99. Кондиционер для белья Перос 1 литр 440 миллилитров всего 9,99. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290. Айсберг по курсу. О нет, нам грозит кораблекрушение. Ну все, приплыли. От першения и сухости в горлышке фитоспрей. Натуральные масла уменьшают сухость, дискомфорт и раздражение в горле, облегчают глотание. Фитоспрей при першении и сухости в горле. Наши правила. Блеск. Яркость. Забота. Наш цвет. Эстель. С 4 по 7 декабря Green Days в Green. Фарш гурман 10,99 за килограмм. Филе индейки 19,99 за килограмм. Тушка утенка первый сорт 12,99 за килограмм. Greenmarket.by 375 44 560 60 61. Белорусские традиции, которые определяют национальный характер на концертной площадке. Доброй раницы, Беларусь! Комсомолка, красавица с удивительным именем Юлико. Юлико, доброй раницы! Доброе утро, добрая раница. Соловей Грузии, но это соловей Белоруссии. Юлечка, мы очень рады вас видеть на нашей концертной площадке. Причем с премьерой песни, которая называется «Талака». И мы услышали какие-то народные мотивы. Или все-таки песня не совсем народная? Расскажите. Белорусская народная песня. Да, абсолютно белорусская народная песня. Очень известная. И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что она есть в репертуаре чуть ли не каждого народного фольклорного коллектива. Так. Поэтому вот и у меня она. Но это же переработанная какая-то современная версия, да? У меня, да. Хорошо, в чем фишечки какие-то этой композиции? Для себя выделите? Ну, расскажите. Она в моем понятном стиле, в котором обычно Юлико работает. Альтернативный фольк. Она сегодня будет такая более зажигательная. То есть нужно танцевать при прослушивании? Да, она сегодня будет танцевальная, не совсем, может быть, привычная для народной песни, но я думаю, что должна понравиться. То есть на стыке современного искусства и фольклорного? Да. Такое мы любим, надо сказать. А вообще, что такое талака? Вот в вашем понимании, вы о чем поете? Я могу сказать, что талака – это наша национальная идентичность. Идея, я бы сказала, это наше все. Это наша традиция. Кто такой белорус? Белорус, он отзывчивый, добрый. Он идет на помощь. Вот это и есть талака, это взаимопомощь. То есть всей талакой. Испокон веков, да, действительно собирались все деревни и выполняли какую-то совместную работу. Мне очень интересно еще буквально, чтобы вы поделились, почему Юлико? На грузинский манер такое у вас имя. А Юлико? Я уже рассказывала, ну еще раз расскажу. Поделитесь с нашими зрителями. Ну, потому что, можно сказать... Юля и команда, и компания творческая моя. К песне «Талака». Да. И Юлико – это на грузинском языке, с грузинского языка мое имя Юля Юлико.
Ну, все логично, потому что, скажем по секрету, у Юли муж грузин. Про грузинского мужа история. хотели умолчать, но нет, сказали в эфире. Это будет следующая серия нашего разговора. Сейчас режиссер подсказывает, время завершать эфир и слушать вашу потрясающую композицию «Юлико и Талака». А мы передаем привет грузинскому мужу. Гамар Джоба. И еще раз всем доброй раницы. Нин Мажейко, Ольга Венская открывали для вас это потрясающее утро. До новых встреч. До встречи. У нас сегодня талака, шука рыбу волокла, а надо варить не рано, а надо варить не рано. Толочники не пьют, в гостинице не дают, а надо варить не рано, а надо варить не рано. Кашуди на стол, а горщика кинь под стол, а надо варити не рано, а надо варити не рано. Продолжаем обзор событий в стране и мире в прямом эфире и коротко основные темы. Обсудить работоспособный план действий по развитию взаимодействия. Переговоры президента Беларуси в Алжире. Комфортное и экономное жилье. Первый в северном регионе квартал многоэтажных электродомов возводят в Витебске. Бесплатно посетить музеи и библиотеки. Акция «Неделя доступной культуры» к Международному дню инвалидов.
Варианты мирного плана и сигналы Трампу. Суть 5-часовых переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткофа в Москве. Стороны договорились не разглашать и выразили готовность продолжать совместную работу. Однако, как сообщил помощник президента России Ушаков, обсуждались несколько вариантов урегулирования в Украине. Затронут и территориальный вопрос. Помимо изначального плана США, Москве переданы еще 4 документа. Некоторые американские наработки для Кремля приемлемы, некоторые нет. Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву. Прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия, и главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного, долгосрочного мирного регулирования на Украине. Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. И Ушаков добавил, стороны видят огромные перспективы для взаимодействия. Что же касается возможностей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, все зависит от прогресса в ходе дальнейших переговоров. Сейчас Уитков и Кушнер, как сообщается, направились в Вашингтон, где намерены доложить о прошедшей встрече американскому лидеру. Продолжается официальный визит президента Беларуси в Алжир. Первый в истории отношений наших стран. На сегодня запланированы переговоры глав государств Александра Лукашенко и Абдель-Маджид Тибуна в узком и расширенном составах. С акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных проектов. Планируется обсудить перспективы поставок техники, промышленной кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере. Александр Лукашенко, напомню, прибыл в Алжир накануне. Провел ряд рабочих встреч со спикером Национальной народной ассамблеи, а также премьер-министром. Отмечена положительная динамика отношений и готовность вывести партнерство на новый уровень. Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами африканского континента, потому что за Африкой будущее, которое создано двумя странами, соберется и уже детально проанализирует, как же мы движемся по этой дорожной карте. Все, что мы сегодня производим в Беларуси, для вас нужно. Но, как и все африканские государства, очень правильно ориентируются на приобретение, прежде всего, технологий. Мы готовы предоставить вам технологии в области машиностроения, нефтехимии, химии, сельского хозяйства, IT-технологий. Мы готовы с вами сотрудничать в сфере военно-промышленного комплекса. Словом, господин премьер-министр, закрытых тем в наших отношениях нет. Очень хотел бы, чтобы ваши специалисты, вы нашли время, приехали в Беларусь, изучили нашу экономику и приняли соответствующее решение в рамках того, что вам нужно будет взять из Беларуси. И в этом направлении мы будем работать.
Алжир – самая большая страна Африки и одна из самых сильных ее экономик. Важный центр международной морской торговли, транзитный маршрут между Европой и Африкой. В прошлом французская колония, заинтересованная в диверсификации торговых партнеров за пределами Запада. И наши принципы, основанные на уважении, равенстве и невмешательстве во внутренние дела, Алжиру близки. В белорусах видят долгосрочных партнеров и нацелены на сотрудничество за узкими рамками торговли. Беларусь – стабильный поставщик сельхозтехники и продуктов питания. В свою очередь, Алжир для нас не только емкий рынок, но и окно возможностей для работы на континенте. Страна может стать определенным хабом для наших товаров и дальнейшего продвижения в Африке. Взаимная торговля пока не впечатляет – около 50 миллионов долларов. Но партнеры намерены задать новую планку. И этому будет способствовать сегодняшний переговорный марафон на высшем уровне. Белорусско-вьетнамское сотрудничество – основа для самых смелых и амбициозных проектов. Географическая удаленность не помеха для успешного взаимодействия. Пример тому – рабочий визит госсекретаря Совета Безопасности в Социалистическую Республику Вьетнам. Прошли переговоры с представителями крупнейших вьетнамских телекоммуникационных компаний. Обсудили кибербезопасность, искусственный интеллект и сферу информационной безопасности. Есть резервы для наращивания взаимодействия практически по всем ключевым направлениям. С нами поделились наработками, показали, как осуществляется разработка программных продуктов, какими специалистами это делается. Нас интересовали вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта, противодействие киберугрозам, то, что сегодня очень актуально. Эта угроза стоит и перед Вьетнамом тоже. И наши вьетнамские друзья готовы с нами делиться вот этими наработками. В свою очередь мы пригласили эти компании поучаствовать в выставке, которая по инициативе Государственного секретаря Совета Безопасности будет проходить в июне месяце следующего года. Третья международная выставка индустрии безопасности. С интересом принято наше приглашение. Надеюсь, что со своими наработками вот эти крупные компании приедут и уже на белорусском рынке, на нашей площадке международной, поделятся своими наработками как с белорусскими коллегами, ну и также с теми, кто будет участвовать в ходе выставки. В Беларуси есть что показать, есть чем поделиться. Вот. Ну и, конечно же, интересно посмотреть, что наработали наши вьетнамские друзья. Прочный фундамент белорусско-вьетнамского стратегического сотрудничества заложен на высшем уровне. Сегодня взаимодействие стран носит конструктивный характер. Причем не только в политической, экономической, гуманитарной областях, но и в сфере безопасности. Накануне прошли двусторонние консультации Совета безопасности Беларуси и Министерства общественной безопасности Вьетнама. Сегодня в Ханое не менее насыщенный день у белорусской делегации. Подробности в течение дня в наших эфирах. Италия может прекратить оказание помощи Киеву. Как сообщает Рейтер, правительство намерено отложить утверждение указа, который позволит Риму продлить военные поставки Украине на следующий год. Задержка связана с напряженностью внутри правящей коалиции. Премьер Мелони обещала помогать Украине до самого конца. Однако ее заместитель Сальвини, лидер партии Лига, ставит под сомнение целесообразность продолжения такой поддержки. Ранее политик заявил, помощь Украине не положит конец войне с Россией и поможет способствовать коррупции, имея в виду скандал среди киевских властей. Каждый пятый европеец в тяжелом финансовом положении. Данные приводит Bloomberg. В ЕС самые низкие показатели уровня жизни более чем за 40 лет. С 2020 года доходы среднего европейца не поспевают за инфляцией. Стоимость энергии в Европе выросла на 60%, а рост производства всего чуть более 1%. Как итог, все больше стран сталкивается с угрозой бедности. Сегодня более 17% европейцев испытывают серьезные финансовые проблемы. Согласно данным Евростата, во Франции с 2014 года число людей, испытывающих трудности в попытках свести концы с концами, увеличилось на 2%. Похожая ситуация в Дании, Финляндии, Швеции и в Норвегии. При этом самый высокий уровень бедности в Греции – почти 67%. За ней следуют Болгария и Словакия. Причем и в Польше, прогнозируют эксперты, грядущие годы станут испытанием для бюджета и социальной устойчивости. И это обернется ростом недовольства в польском обществе. Терпение у народа еще есть. Но такой ключевой момент мы, конечно, будем проходить в 2027 году следующие парламентские выборы. Потому что следующий год – это год больших изменений, это год, когда придется нам
смириться с проблемой беженцев, которые по европейскому закону должны тоже в Польшу попадать. Это год, когда должны начать существовать вот эти штрафы ЭТС за выхлоп углеводородов, за СО2. Это опять будет большая нагрузка на польский бюджет. И кажется, что это будет той точкой, тем дном, от которого придется полякам отпрыгнуть, чтобы начать серьезные изменения в своей стране. Обеспечение правопорядка – фундамент для развития всех ключевых сфер, включая экономику, заявил министр внутренних дел Беларуси во время встречи с коллегой из Таджикистана. Официальная делегация из Душанбе посещает Минск. Иван Кубраков отметил, белорусская сторона готова делиться опытом в организации деятельности госавтоинспекции. Имеются большие наработки в борьбе с оргпреступностью и наркотрафиком. В свою очередь, глава МВД Таджикистана отметил, интересен белорусский опыт в борьбе с киберпреступностью и организации работы с беспилотниками. Сохраняет актуальность проблема оборота наркотиков и оружия. А обмен наработками в этих сферах взаимополезен. Обсуждается также обучение коллег в белорусских ведомственных вузах и проведение совместных учений. Тенденции на строительство электродомов. Первый в северном регионе квартал многоэтажек, где для отопления, горячего водоснабжения, а также комфорта хозяек на кухне используется электроэнергия, возводят в Витебске. В проекте 10 домов на 1400 квартир. В новом квартале предусмотрены разные формы жилья, в том числе и арендные квадратные метры для перспективных специалистов. Среди преимуществ отопления квартиры независимо от поры года, индивидуальная настройка температуры воздуха в комнатах и подогрев полов. Запитка электроэнергии жилых домов происходит от трансформаторных электрических подстанций, которые объединяют группы домов. В данном микрорайоне запроектировано 6 трансформаторных подстанций, которые полностью обеспечивают электроэнергией весь микрорайон. Предусмотрен резервный источник питания, исключающий возникновение нештатных ситуаций. Для жителей указанных домов предусмотрен специальный субсидированный тариф, в соответствии с которым 1 киловатт, использованный для электрообогрева и горячего водоснабжения, стоит 4,5 копейки. 1 киловатт, использованный для пищеприготовления, стоит 24 копейки с небольшим. В северном регионе страны 2 десятка многоквартирных электродомов. Энергоэффективное направление намерены развивать, возводить не только единичные многоэтажки, но и использовать квартальный способ застройки. От панских мешочков до колдунов и бабки. Декабрь в Беларуси под знаком гастрономического туризма. В течение месяца гостей ждут рассказы об истории национальной кухни, мастер-классы и дегустации белорусских вкусностей. Для туристов подготовлена карта «Кулинарное наследие Беларуси». А продукты можно попробовать прямо на агроусадьбах, экофермах и сыроварнях. Дополняют программу яркие фестивали. На сегодняшний день у нас для развития гастрономического туризма в Минской области разработано 13 гастрономических путешествий по территории Минской области. Один из примеров – это наш пилотный проект «Пристоличье», куда входит гастрономический тур, который состоит из 16 общественных объектов питания. Это рестораны, это гостиничные ресторанные комплексы. Большой популярностью на сегодняшний день пользуются гастрономические туры по агроэкоусадьбам. Там наши жители, наши граждане могут, и также иностранные туристы, ознакомиться не только с бытом нашего белорусского народа, а также принять участие в дегустации белорусских блюд и непосредственно принять участие в их изготовлении. Гастротуризм – путешествие, которое знакомит со страной на вкус через кухню. Туристы могут увидеть, как создаются блюда на кондитерских фабриках и учебных заведениях, а также сами научиться их готовить. Сегодня в Международный день инвалидов стартует акция «Неделя доступной культуры». Люди с ограниченными возможностями могут бесплатно посещать белорусские музеи и библиотеки. Свои двери распахнут Национальная библиотека Беларуси, а также тактильные экскурсии организует Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Акция пройдет во всех регионах страны. Также для граждан с ограниченными возможностями запланировано бесплатное консультирование по социальным и юридическим вопросам.
Еще больше новостей в нашем мобильном приложении на сайте Newsbuy, а также на мультимедийном портале video.bel. Кашель душит изнутри? Кадиллак Бронхо – это таблетки от кашля с комбинированным составом. Активен уже через 30 минут. Кадиллак Бронхо – тройное действие против кашля с мокротой. Кадиллак Бронхо борется с кашлем и его причинами. Па інфармацыі Белгідрамета 3 снежня надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў цёплай паветранай масе. Месцамі па краіне чакаецца туман. У Брэсце плюс 6 градусаў. У Гродні 4 цяпла. У Віцебску плюс 3. У Магілёве 4 вышэй за 0. У Гомелі плюс 5 градусаў, невялікі дождж. У Мінску дзённая тэмпература паветра плюс 4 градусы. У бліжэйшыя дні ў сталіцы. У чацвер кароткачасовыя ападкі, дождж, мокры снег плюс 6. У пятніцу плюс 4 градусы, невялікі дождж. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве плюс 2, Вільнюсе плюс 3, у Кіеве 6 цяпла, у Варшаве плюс 5 градусаў. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 10, Вене плюс 4, Берліне 5 цяпла, у Рыме 14 з плюсам. Кто б ты ни был, где б ни шел, запиши карандашом. Очень важно не забыть. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. Приветствуем всех, кто ценит свой стиль и, конечно, здоровье. Сегодня мы поговорим о модной, но, как оказалось, достаточно коварной тенденции – о пирсинге во рту. Многим это кажется смелым, стильным и безобидным украшением. Мы поговорим о том, что скрывается за блеском металла во рту и почему стоит 10 раз подумать, прежде чем проколоть, например, язык. Готовы узнать правду? Подробности совсем скоро. А еще мы расскажем, как готовиться к беременности мужчинам. Ведь в этом процессе подготовки важны оба будущих родителя. Вы узнаете много новой и очень важной информации. И, конечно, ответим на вопросы, которые вас волнуют. Мы начинаем. Доброго дня! Полость рта – это очень сложная, чувствительная система, и любое вмешательство в эту систему имеет свои последствия. Иногда даже очень печальные. Сколы зубов, серьезные инфекции, нарушение чувствительности – все это не полный список того, что может произойти при ношении пирсинга. И поэтому в эту студию мы приглашаем специалиста, опытного врача-стоматолога, доктора медицинских наук, профессора Наталью Шаковец. Доктор, давайте для начала разберемся, какие же бывают виды пирсинга, куда устанавливают украшения в полости рта. Это, конечно, наверное, наиболее часто пирсинг языка, когда используется штанга, прокалывающая насквозь язык и заворачивающаяся снизу языка и сверху языка. Это пирсинг губ. Это может быть как верхняя губа, так и нижняя губа. Ну и довольно часто мы видим клипсу под нижней губой, которая, вот как раз-таки мы будем говорить дальше, со стороны стоматологов наиболее опасна для ткани периодонта, для ткани десны. Это может быть пирсинг в уздечках, уздечки верхней губы, нижней губы. И может быть пирсинг щек, который подчеркивает ямочки на щеках. А вот в кресле стоматолога часто оказываются жертвы пирсинга? Я не могу сказать, что это часто, но иногда ты ведешь своих пациентов с их, например, годовалого, двухлетнего возраста, и вдруг после летних каникул к тебе приходит молодая девушка или молодой человек
15-16 лет, волосы синего, розового, зеленого цвета, и видишь, когда он открывает рот, что появился пирсинг. Как правило, спрашиваю у родителей, ну почему? Ну, мы не будем вступать в лишние конфликты, мы хотели по-хорошему, но это настоятельное желание подростка, и мы, так сказать, не препятствуем. Наверное, как говорят, перебесится, само все пройдет. Пытаемся разговаривать, демонстрируем, какие могут быть осложнения, к чему это может привести, но, конечно же, вы понимаете, никто насильственно это удалять не будет, это должно быть, так сказать, собственное заключение, умозаключение человека, он должен прийти к этому сам. В студии есть гости, которой очень интересна эта тема, давайте ее пригласим. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Карина. Расскажите свою историю. Признаться, я уже достаточно давно хотела сделать пирсинг, но мама против. Но почему? Я хочу сделать процедуру в проверенном салоне, уже приобрела необходимые украшения из хороших металлов, изучила уход, и он будет тщательным. Но что-то меня все-таки останавливает, поэтому сегодня я здесь. Вот и хорошо, ведь каждый из видов пирсинга несет свои риски. Так, доктор? Конечно же. Причем давайте начнем с самого начала. Как только вы сделали этот самый пирсинг, мы покажем, что будет происходить и какие могут быть осложнения после этого. Ну, понятно, что может быть боль, отек и кровотечение. А также можно занести инфекцию, даже если вы делаете это в проверенном салоне. Можно повредить нерв. Вы знаете, что полость рта, она очень хорошо иннервируется. А также может нарушаться речь, жевание и глотание. Смотрите, так как здесь есть человек, который уже имел опыт пирсинга, причем не простого пирсинга, а самого частого, самого сложного, пирсинг языка. Давайте у него и спросим. Филипп, расскажите нам, были ли у вас такие вот симптомы? И вообще, в принципе, как вам вот этот опыт? Я тогда был студентом-медиком. Все это проводилось в не очень стерильных условиях, однако нам удалось избежать инфекции. Боль, конечно, была очень ярко выраженной, где-то на 7 из 10, может даже на 8 из 10. Кровотечения не было, но вот отек языка был максимальным. Мне очень повезло, когда я выполнял пирсинг, были каникулы, и мне не нужно было с кем-то общаться на парах или где-то в больнице. И я провел неделю дома. И эту неделю действительно жевание, глотание, речь, все было нарушено. Первых 4-5 дней питание только с раздавленными смесями, какими-то кашами. Это студент-медик, который знает много об инфекциях, о том, что ротовая полость хорошо кровоснабжается, о том, что там очень много сосудов, о том, что, в принципе, эта часть находится близко к головному мозгу. То есть, Филипп! Мы считали, что мы очень хорошо подготовились к этому мероприятию. Наталья Вячеславовна, что скажете вы? Вот помимо того, что сказал Филипп, что еще может произойти с человеком? Конечно, мы должны помнить о том, что очень много нервов в полости рта, помимо сосудов, и легко травмировать их, получить снижение чувствительности, может быть даже изменение симметрии лица, особенно если это касается щек, губы, за счет и отека, и повреждения нерва. И, конечно же, если это происходит в полости рта, мы должны помнить о том, что входные ворота инфекции – это именно всегда рана, а любая установка металлического предмета – это, конечно же, инвазивная процедура, это рана. В полости рта находится более 400 видов микроорганизмов, и многие из них в этот период активизируются, вызывая сильное воспаление. Но я думаю, что Филипп может нам подсказать, что не только в период установления этого пирсинга возникало воспаление, оно периодически повторяется, потому что микроорганизмы все равно скапливаются вот под этим предметом, под этой клипсой или штангой. И необходима очень тщательная гигиена полости рта. То есть тот человек, который собирается провести такую процедуру, должен быть готов и к тому, что это будет больно, и к тому, что это может быть травматично, и к тому, что в последующем нужно очень тщательно ухаживать за гигиеной. Как минимум еще 2 или 3 раза я сталкивался с тем, что мне приходилось убирать
штангу из языка, потому что язык опять оттекал, опять было сложно говорить. И настолько был один такой очень опасный момент. Отек языка происходил так быстро, что можно было пропустить момент, когда верхняя часть штанги исчезает, и уже не выкрутить шарик, собственно. Я слышал, что в некоторых случаях приходилось срезать там, плоскогубцами или еще чем-то вот этот вот верхний шарик, потому что его невозможно было открутить. Ну, то есть чуть ли не вызывать МЧС. Да? То есть это такая очень экстремальная история. В любом случае, даже если удается, скажем так, сразу избавиться от инфекции. Вот видите, проблемы могут возникнуть не только сразу, но и отдаленные последствия могут. Кроме возникновения еще воспаления, инфекции, что еще может быть, Наталья? Еще может быть аллергическая реакция, если это нейтральный титан. Да, так как правило, аллергии нету, но на никель достаточно часто происходит аллергия. Далее, почему, когда этот предмет во рту, для чего он чаще всего используется? Конечно, человек с ним играет, да, то есть это постоянное какое-то вот постукивание, перемещение языка в полости рта, губы, и происходит травмирование окружающих мягких тканей, зубов. Особенно это часто внутренняя поверхность нижних зубов, потому что если это или в уздечке языка, или в самом языке, это могут быть трещины эмали, зубы становятся более чувствительны к холодному, горячему. Это могут быть сколы. Вот у меня была пациентка, которая вот этой шайбой, именно как раз-таки вот этим шариком сбила кусок резца, приходилось наращивать. И это рецессия десны, если это вот как раз-таки в нижней губе клипса. Мы видим, отводим губу, а ткани десны уже практически нет. Корень оголяется, а назад уже это восстановить невозможно. И человек может очень быстро потерять этот зуб. И во всяком случае это некрасиво. То есть никакая клипса потом уже не вернет ту привлекательность, когда зуб практически лишен окружения десной. Наша гостья так вздыхала. Что вы скажете по этому поводу? Ну, я считаю, что необходимо держать здоровье полости рта и десен. И проблем возникнуть не должно. Это же так или иначе красиво. Так, все равно мы пока не переубедили человека. Давайте продолжать. Чем опасна эта игра? Повреждение зубов, заболевание десен, проблемы с прикусом, риск вирусных инфекций. Доктор, вы говорили про рецессию и что это невозможно восстановить. Насколько это опасно? То есть я имею в виду, как часто человек может действительно просто взять и потерять здоровый зуб, по сути? Если это повторяется регулярно, вот эта травма происходит, то, конечно, десна уходит, она может уйти на 2-3 миллиметра вниз, зуб становится абсолютно без защиты десны, происходит разрушение костной ткани, и зуб просто выпадает. Если говорить про проблемы с прикусом, то, в принципе, тоже, потому что язык, в котором есть этот предмет, толкает зубы, появляются промежутки между зубами, или же человек старается накусывать на одну или другую сторону, меняется положение зубов, и возникают проблемы с прикусом. Ну и, конечно, то, что мы уже говорили, риск вирусных инфекций, те же вирусы герпеса, которые локализуются в полости рта, а потом активизируются под воздействием вот этого инородного тела. Я, честно, даже не подозревала о том, что это может привести к таким последствиям. Подруга носит, но иногда жалуется. А гигиена должна быть безупречной. Да, конечно, это даже не 2 раза в день, да, а более тщательные и другие предметы. Но есть все-таки люди, которые уже имеют этот самый пирсинг, и нам нужно дать им совет. Что важно знать при ношении пирсингов? Конечно, нужно обязательно слышать тело. Что это значит? Конечно, обращайте внимание на ткани в полости рта, обращайте внимание на состояние десны, на состояние языка, для того, чтобы не пропустить тот момент вредного воздействия пирсинга на ткани. Далее это гигиена. Обязательно нужно тщательно чистить не только зубы, но и язык, использовать ополаскиватели. Но опять-таки эти движения не должны быть раздражающими, потому что и так идет травмирование языка. Если будет излишнее давление, это может опять привести к возникновению инфекции. Регулярно ходите на осмотр. Конечно, врач-стоматолог поможет заметить то, что не видно вам. Это, как я говорила уже, изменение прикуса, например, раздвижение зубов, появление промежутков. Вы на это не обратите внимания, а врач, который регулярно
вас наблюдает, он увидит, что у вас уже что-то меняется. Какой сигнал может дать организм о том, что, наверное, пора заканчивать с этим самым пирсингом? Я думаю, что даже Филипп нам об этом рассказывал, да, это периодическое увеличение в объеме воспаления органа или губы, или языка. И действительно, порой это настолько опасно, особенно в случае с языком, ведь это приводит и к нарушению глотания, нарушению дыхания. Вот такой большой объем языка, и действительно тут нужно срочно обращаться тогда к врачу. Поэтому не пропускайте такие сигналы. Какой формы должны быть эти самые клипсы? Какая форма наиболее безопасная? По форме, конечно же, наверное, наиболее травмирующие – это пирсинг языка и пирсинг под нижней губой. Когда, вот я говорила, в преддверии полости рта травмируются обратной стороной этой клипсы все мягкие ткани. А вот в ситуациях, когда возникает вот этот вот отек и боль, я, например, просто удалял штангу, и, в принципе, за день-два ситуация нормализовалась. Что я мог еще в этой ситуации сделать? Конечно же, обязательно нужно использовать какие-то антисептические растворы. Но можно использовать и отвары трав, ромашки, любые растворы, которые обладают антисептическим действием, чтобы уменьшить воспаление. Какие-то можно использовать противовоспалительные гели для полости рта. Конечно же, в случае увеличения объема нарастания воспаления необходимо срочно обратиться к врачу-стоматологу-хирургу или челюстно-лицевому хирургу для того, чтобы избежать грозных осложнений. Знаете, наверное, мама оказалась права. 7 раз отмерь, 1 отрежь. И я теперь 100% еще много раз подумаю о том, делать ли пирсинг. Но за все советы мы благодарим нашего эксперта, доктора медицинских наук, профессора Наталью Шаковец. Спасибо. Благодарю вас. Хорошего дня. Доброго. Мы лишь добавим, что пирсинг во рту не терпит легкомысленных шагов, ведь последствия могут быть серьезными. Цените вашу улыбку, ведь она не только визитная карточка, но и индикатор вашего здоровья. Мы ненадолго прервемся, а затем поговорим о здоровье мужчин. Оставайтесь с нами. Если вдруг температура малыша захватит в плен, мама знает, есть микстура под названием Ибуфен. Ибуфен для решения проблем. Ами. Акция «Зимняя распродажа». Огромный выбор пледов по отличной цене. Ами. Еда, телевизор, книги, интернет не помогают быстро уснуть. Меласон ускоряет засыпание и улучшает качество сна. Препарат не вызывает ощущения вялости и разбитости, не вызывает привыкания и зависимости. Меласон – эффективный лекарственный препарат при нарушениях сна. С 13 декабря впервые в Гомельском цирке грандиозное шоу Гии и Радзе «Бурлеск». 33 77 89. Категория 0+. В праздничной суете сложно выбрать подарки. Давай помогу. А это то, что нужно. В «Пятом элементе» мощный флагманский робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй со скидкой 500 рублей. Всего за 2199 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев от 0,001% с участием банков-партнеров. «Пятый элемент Бай». Эксперт по акциям, заботе и подаркам. Цистит может нарушить планы. Частое мочеиспускание, жжение. Канифрон Форте – оригинальный растительный препарат из Германии. 4 эффекта Канифрон Форте помогают нормализовать мочеиспускание и устранять жжение в комплексном лечении нетяжелого цистита. Канифрон Форте – здорово, когда ничто не нарушает планы. Идеальный цвет. Подпись красоты. Эстель. На все случаи «Здравствуй, елка». Новый год. Ой. Вот Арпитол – противовирусный препарат. Арпитол для взрослых и детей от 3 лет. Арпитол для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Противовирусный препарат. Ликфарм. Качество доступно. Скоро новогодние праздники, а вы еще не решили, как создать праздничную атмосферу у себя дома? Решение есть. Чехлы для мебели «Венеция».
идеально подходят в любой интерьер. Выбирайте цвет – ваниль, бордо, капучино, шоколад и кофе с молоком. Комплект чехлов на диван и 2 кресла всего 279 рублей. А пенсионерам дополнительные скидки. Звоните 693 18 18. Хватит мечтать! Пора действовать! Готов испытать себя? Экстремальное шоу «Герой». Твой шанс заявить о себе. Если тебе от 12 до 14 лет, и ты готов выйти на международный уровень и побороть свои страхи, мы ждем именно тебя. Присылай заявку для участия в 5-м сезоне шоу «Герой». Председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор агентства «Минск Новости» Андрей Кривошеев. У вас есть цензура или вам разрешено рассказывать что угодно? Как отличить реальную новость от фейка? Верите ли вы в тот факт, если люди начнут говорить правду, то можно будет остановить любую войну и вражду между странами? Как вы готовились к интервью с президентом нашей страны? Что для вас важнее, любовь к родине или верность принципам? 100 вопросов взрослому. Если бы ваша жена писала статью о вас, то как бы она описала вас в ней? Андрей Евгеньевич Кривошеев. Ты не только мой любимый, замечательный муж. Это «Фактор Бай». Добрый вечер! Первая битва за победу в прямом эфире. В следующую пятницу мы увидим и услышим 20:45 на Беларусь один участника по имени Ярушата против профессионалов Громова. Это были цветочки. Дальше предстоит работать, конечно, очень серьезно, потому что там масса задач. Это их проблемы. Мы просто будем делать то, что умеем делать. Boost Girls против парней Клявера. Переходите на новый уровень. Новый уровень адреналина, нервов. И теперь появляется ответственность коллективная. Я вообще в эйфории. Все впервые. Я тоже в эйфории. Мне тоже все впервые. Кто окажется сильнее? Всех хочется моих троих в финале. Постараемся не подвести. А кто покинет «Фактор Бай» навсегда? Так, слезы вытянут. Все решит талант и зрители. 3, 2, 1. Линии для голосования открыты. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. В обществе часто считают, что забота о зачатии – это дело лишь женщин. На самом деле здоровье мужчины тут тоже крайне важно в вопросе планирования беременности. Мы расскажем, что проверить, какие исследования выполнить, как изменить образ жизни, а в каких случаях нужно обратиться к врачу. В качестве эксперта сегодня выступит мой соведущий, врач-уролог Филипп Плотников. Филипп, вы готовы? Готов, с удовольствием. Филипп, почему на этапе подготовки к беременности здоровье мужчины тоже крайне важно? Дело в том, что от качества спермы зависит вероятность спонтанного зачатия. Поэтому не только от женщины, но еще и от мужчины зависит, будет ли зачатие происходить легко или может пара столкнуться с какими-то проблемами. Ну, мы уже не одну программу снимали о том, сколько времени нужно на подготовку женщины, да? А сколько потребуется времени для того, чтобы мужчину подготовить? Полный цикл формирования сперматозоидов 80 дней. А это значит, что все, что вы делаете на протяжении 3 месяцев перед предполагаемым зачатием, будет отражаться на сперматозоидах и на вашем потомстве. А это в том числе означает, что достаточно всего лишь 3 месяца соблюдать правила подготовки к зачатию, и оно пройдет успешно. Если мы говорим о сперматозоидах, что входит в понятие качества спермы? Существует такой анализ спермограмма. Этот анализ отражает как раз-таки качество спермы. Качество спермы состоит из нескольких показателей, таких как
количество, подвижность, морфология и генетическая целостность. На каждый из этих показателей мы можем влиять. Например, на количество мы можем повлиять, используя специальные препараты, которые стимулируют выработку сперматозоидов. Подвижность – это общее состояние сперматозоидов, это количество митохондрий в сперматозоидах и количество энергии сперматозоидов. На данный показатель можно повлиять с помощью антиоксидантов. Морфология. Морфология – это такой комплексный показатель, очень много факторов на него влияет, и количество тестостерона, которое позволяет созревать сперматозоидам, и количество антиоксидантов, которые защищают сперматозоиды, ведь сперматозоид – это одна маленькая клетка, которую очень легко повредить. И именно антиоксиданты являются одним из самых главных защитников сперматозоидов. Генетическая целостность. Генетическую целостность проявляют в тех случаях, если, например, у пары была замершая беременность, значит, зачатие уже произошло, с этим проблем нету, но была проблема именно с развитием плода, и вот именно генетическая целостность может влиять на данную ситуацию. Давайте послушаем гостя нашей студии по этому вопросу. Выходите к нам. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Сергей, расскажите нам, почему к нам пришли сегодня? Мой сын со своей женой планирует беременность. Это у них первый опыт, и, соответственно, они очень волнуются. Наверняка есть какие-то моменты, так сказать, на что надо обратить особое внимание в этот период непростой, скажем так. И поэтому я принял решение спросить мнение у профессионалов. И вы правильно пришли. Хороший вопрос, правильный вопрос. Доктор, с чего стоит начать? Что должен сделать мужчина в первую очередь? Прежде всего, необходимо выполнить семенологический анализ или спермограмму. Это базовый анализ, который позволит понять, есть ли какие-то проблемы, и если они есть, то на что конкретно дальше обратить внимание в порядке исследований. Очень важно правильно сдать спермограмму. Перед спермограммой необходимо воздержание, лучше всего 3-4 дня, но не более 7 дней. Спермограмму необходимо сдавать непосредственно в том месте, где будет проводиться исследование, чтобы в течение получаса образец был доставлен врачу лабораторной диагностики. Очень важно перед сдачей спермограммы исключить посещение бань, ограничить употребление алкоголя и никотина. Если вдруг спермограмма оказалась плохой, то есть какие-то показатели выходили за пределы референсных значений, совершенно не стоит расстраиваться. В этом случае в течение 2 недель необходимо сделать повторную спермограмму. И только если повторная спермограмма тоже будет с какими-то нарушениями, в этом случае с 2 этими спермограммами необходимо обратиться на прием к врачу-андрологу-урологу. Врач назначит тесты, которые ему помогут определить, что же все-таки снижает показатели спермограммы. Это могут быть как ультразвуковые исследования, которые выясняют, есть ли проблемы с органами мошонки, то есть с яичками, или есть, например, какие-то проблемы с предстательной железой, а также анализы крови, которые могут выявить гормональные нарушения, которые приводят к нарушению формирования сперматозоидов. Также очень важно определить инфекционные маркеры, то есть если какие-то инфекции, передающиеся половым путем, они могут очень сильно менять показатели спермограммы. И в случаях, если у пары уже было зачатие, но наблюдалась замершая беременность, в этом случае выполняются тесты на фрагментацию ДНК сперматозоидов. Мы говорим о том, что доктор будет назначать, но есть же факторы, на которые мы с вами сами можем повлиять. Доктор уже начал о том, что с подготовки к спермограмме нужно исключить курение. У меня вопрос, а почему только на этот период? Ведь, правда, курение и алкоголь достаточно сильно влияют на возможность зачатия. Как вы думаете, это действительно так? Здоровое потомство – это здоровые, первоначальные гены, наверное. Абсолютно верно. А курение и алкоголь вряд ли будет улучшать или качественно улучшать наши гены. Согласен с вами. Что еще, как вы думаете, влияет на возможность зачатия?
Ну, здоровый образ жизни в целом это ж тоже... Вот, да, где-то- здоровый образ жизни. Мы что, взяли курение, алкоголь, и еще что включает в себя здоровый образ жизни? Ой, что же... Вес и питание. Абсолютно верно. У вас нету лишнего веса? Нет, у вашего... наверное, есть какой-то. Ну, нету большого лишнего веса. У сына, наверное, тоже, да, все Да, хорошо? слава богу, нормально. Доктор, как вес влияет на возможность зачатия? Висцеральное ожирение, то есть жир, который находится на внутренних органах, обладает гормональной активностью, то есть переводит тестостерон в эстрогены. Тем самым теряется тестостерон, который необходим как для формирования сперматозоидов, так и для их созревания. Как вы думаете, физическая активность влияет на возможность зачатия? Ну, если мы говорили о здоровом образе жизни, которое подразумевает, ну, в том числе физическую активность, то наверняка влияет. И тут, позвольте, я еще вот скажу, да, что вот у меня, ну, сын и жена, они, в принципе, дружат со спортом, ну, не профессионально, нет, а, ну, на бытовом уровне. Вот посещают тренажерный зал, во-первых, оба. Кроме этого, его жена занимается танцами. Это же тоже физическая активность и довольно хорошая. Абсолютно верно. Поэтому я думаю, что это идет во благо. Да, действительно, физическая активность идет во благо и улучшается кровообращение тазовых органов, и улучшается именно созревание сперматозоидов. Главное, чтобы физическая активность была без вынужденного такого переутомления. Доктор, как влияет обогрев сидений на возможность зачатия? Дело в том, что для нормального созревания сперматозоидов необходима не температура 36,6, а температура где-то 34-35 градусов. Поменьше. Это необходимо для того, чтобы сперматозоиды и генетический материал в них оставались целыми. Чем выше температура, тем выше вероятность спонтанных мутаций. Именно поэтому воздействие тепла является таким вредным фактором, который может нарушать формирование сперматозоидов. Здесь мы говорим как раз о горячих ваннах, саунах и в том числе подогрев сидения. И еще один пункт – медикаменты. Какие медикаменты влияют на возможность зачать ребенка? Дело в том, что, например, анаболические стероиды полностью блокируют сперматогенез, и у людей, которые принимают анаболические стероиды, у них в сперме нету сперматозоидов. Сергей, вы знали о том, что есть практические рекомендации к зачатию? Несмотря на то, что у меня с женой 3 детей, об этом мы не знали. Доктор вам сейчас все расскажет. На самом деле рекомендуется пробовать зачатие в тот момент, когда у женщины наблюдается овуляция, непосредственно в день и после наступления овуляции. И здесь как раз-таки кроется такой момент, как можно предугадать пол ребенка. Ого, даже такое сейчас возможно? На самом деле, по крайней мере, статистически можно попробовать. Дело в том, что сперматозоиды, которые несут Y-хромосому, они быстрее, но живут меньше. Соответственно, если половой контакт осуществлять за несколько дней до овуляции, то вероятность девочки значительно выше, чем если половой акт осуществлять непосредственно в день овуляции. Большое спасибо. Очень приятно получать такие советы. И должен заметить, что вообще ваша передача все четко, профессионально, грамотно. Мы благодарим эксперта, моего соведущего, врач-уролог Филипп Плотников, отвечал сегодня на вопросы. Спасибо, Филипп. Пожалуйста. И вам спасибо. Хорошего дня. Сегодня мы говорили о том, как мужчина должен готовиться к беременности не только как партнер, но и как будущий отец. Главное запомнить, что подготовка к зачатию – это не срочная процедура, а план как минимум на несколько месяцев. Я повторю рекомендации. Откажитесь от алкоголя, от курения, от любых вредных привычек. Нормализуйте сон, нормализуйте питание, займитесь физической активностью. Сдайте нужные анализы, вовремя обратитесь к врачу, ведь здоровье нации начинается с вас. А через несколько минут мы продолжим отвечать на вопросы гостей в студии. Оставайтесь с нами.
Наше сердце бьется не только для нас. Аккард – это таблетки в форме сердца в кишечно-растворимой оболочке, предназначенные для вторичной профилактики инфаркта миокарда, ишемического инсульта, приходящих ишемических атак. Аккард – наше сердце бьется не только для нас. Декабрь – это время волшебства и подарков каждый день. Заходите в приложение «Мой Макбай», разрывайте упаковку и забирайте праздничный купон. Макбай, мечтайте всем сердцем. При насморке кажется, что у тебя очень большой нос. Это можно исправить. Ксиназол помогает устранить отек слизистой оболочки носа. Ксиназол – местное средство для лечения различных видов ринита. На все случаи «Здравствуй, елка, Новый год». Фикс прайс. Низкая цена. Им подчинилось дыхание дракона. Огнедышащий биф и огнедышащий чикен. Жгучие новинки с острым соусом 8 перцев. Только в Макбай. В ресторанах, на драйве и на доставке. Айсберг по курсу. О нет, нам грозит кораблекрушение. Ну все, приплыли. От першения и сухости в горлышке фитоспрей. Натуральные масла уменьшают сухость, дискомфорт и раздражение в горле, облегчают глотание. Фитоспрей при першении и сухости в горле. 5 за 5 и 5 – это не сон, а суперкупон. Каждый день только Бургер Кинг. Ежегодный праздник оперы в Большом. Премьерные спектакли «Орлеанская дева», Евгений Онегин, «Ацис и Галатея», призер «Золотой маски» спектакль «Мастер и Маргарита» и заключительный гала-концерт с 11 по 21 декабря. Минский международный рождественский оперный форум. Генеральный партнер – страховая компания «Белгосстрах». Покупай как царица в Черную пятницу на Озон. Фильтр кувшин Аквафор от 11 рублей. Чай зеленый Церемони от 9 рублей. Пятновыводитель Елизар от 18 рублей. Идеальный цвет. Подпись красоты. Эстель. Встречаем Мишки Авалар спокойствие для ребятишек. Мишки Авалар спокойствие, иммунитет, омега-3 и другие Мишки Авалар с натуральными соками в аптеках городов Беларуси. Ничто не существует, пока оно не измерено. Кто-то, допустим, увидел, что шоу «Фактор Бай» имеет высокие рейтинги. Надо посмотреть. Тоже там такое было. Дай-ка и я загляну, посмотрю. В нашей стране была создана система, которая соответствует золотому стандарту медиаизмерений. На мировой арене есть несколько крупных мировых игроков, компаний, исследованиям которых доверяют. Конечно, эти исследования должны быть максимально прозрачными, чтобы нельзя было сказать, что рейтинги купили, поэтому эту телепередачу смотрят. Для того, чтобы данные о медиаизмерениях были репрезентативными, нам необходимо, чтобы вся страна была представлена в рамках нашей измерительной панели. Если в этом домохозяйстве кто-то нажал кнопку, мы знаем, кто. Наши респонденты, возможно, не осознавая того, выполняют очень важную социальную роль. Телеканалы очень часто борются за доли, да, потому что чем выше доля, тем больше популярность. Посмотрела данные и была приятно удивлена, что время просмотра среди возрастной категории 4-18 выросло. Мы видим миграцию аудитории, как телезритель пришел, откуда он пришел, куда он вдруг ушел. В сельской местности телевизор смотрят больше. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. Мы возвращаемся в студию. В эфире проект «Здорово здоровым быть». И впереди ответы на ваши вопросы. Напоминаю, что задать их может каждый из вас. Напишите нам на электронную почту. Адрес вы видите на своих экранах. Сегодня в студии гости, которые подготовили свои вопросы. Смело задавайте. Нужно ли периодически менять состав зубной пасты? Если да, то почему? Если мы говорим просто о какой-либо замене без причины, то, конечно, менять состав зубной пасты не надо. Если она вам подходит, все хорошо, то ничего не надо делать. Обычно чистите зубы. Но есть лечебные пасты, есть пасты с большим содержанием фтора, и вот тогда на приеме у стоматолога он может вам рекомендовать ту или иную пасту в зависимости от того,
какое состояние зубов или десен у вас во рту. Потому что при кровоточивости одни пасты применяются, при нехватке минерализации зубов там другие пасты нужны с повышенным содержанием фтора. И тогда, да, мы можем ее поменять. Но помните, что чаще всего это лечебные пасты. Соответственно, период их применения должен быть ограниченный. И этот период вам будет говорить доктор. Да, вы меняете пасту, приходите к врачу, видите динамику, улучшилась, и потом применяете свою обычную пасту, к которой вы привыкли. Доктор, спасибо за ответ. Слушаем дальше. Моему внуку 2 года. Скажите, пожалуйста, доктор, как часто нужно мальчику посещать врача-уролога и насколько это важно? В младенческом возрасте очень важно оценить вероятность врожденных аномалий мочевых путей. Дело в том, что многие из этих аномалий можно диагностировать до годовалого возраста, правильно их пролечить, и дальше у ребенка не будет никаких проблем. Первый осмотр уролога необходимо выполнять в годовалом возрасте. Врач проводит осмотр, пальпацию области мочевого пузыря, также пальпацию области паха и оценивает, например, опущение яичек в мошонку. Дело в том, что сразу после рождения яички могут оставаться еще в паховых каналах и опускаться в мошонку в течение первых 6 месяцев жизни ребенка. Поэтому именно в годовалом возрасте следует оценить, опустились яички в мошонку или нет. Если же не произошло опущение яичек в мошонку, то очень важно до 2-летнего возраста уже прооперировать ребенка. При необходимости в годовалом возрасте также можно выполнить ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря. Что касается более старшего возраста, то имеет смысл обследовать мальчика при переходе из детского сада в школу, а также при переходе в пубертант, то есть в возрасте 12-13 лет. Спасибо, Филипп. Давай послушаем следующий вопрос, прошу. Что скажет доктор Андриенко по поводу применения горчичников у детей? Наша бабушка очень навязчиво советует всегда клеить ребенку на грудь эти кирпичики при кашле. Малышу 3 года. Мне кажется, кожа ребенка очень чувствительная, и можно получить ожог. Я права? Я могу рассказать, предположительно, откуда взялись вот все эти методы, да, лечения, когда не было лекарственных средств, когда не было нормальных методов диагностики. И вот когда человек заболевал, и у него температура тела была не повышенная, а пониженная, то мы все знаем, что это все-таки прогностически плохой признак. То человек болеет гриппом, его температура ниже, чем 36,6, и он лежит, не может встать. Это прогностически намного хуже, чем высокая температура. И люди пытались температуру, они понимали, что температура помогает бороться организму, и пытались всякими способами поднять эту температуру тела. Парили ноги, накладывали горчичника, которые раздражают, они имеют только раздражающий эффект. Они раздражают только кожу, на которой они находятся. Внутрь ничего там не проникает, и внутри ничего не разогревается, и никакой приток крови к легким, к бронхам не увеличивается, да? Но вот они пытались таким образом помочь человеку. Не было других способов. Сейчас современная медицина. Сейчас мы знаем точно, какие лекарства действуют. Да даже мы знаем, какие точно физические методы воздействия работают. И в какой стадии заболевания их нужно применять. И знаем, насколько это улучшает состояние человека. Знаем, насколько это сокращает время заболевания. Ну зачем пользоваться такими старыми методами, которые, вы правильно сказали, могут привести только к химическому ожогу? Ведь кожа малыша очень нежная и тонкая. Давайте забудем вообще про эти самые горчичники, про банки, про капустные листы, про спиртовой и так далее компресс. Не работает, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы работало, но нет. Обращайтесь к врачу и лечитесь правильно. Спасибо за такой подробный ответ. А я напомню, что на вопросы о наболевшем сегодня отвечает опытный врач-педиатр Валерий Андриенко. А также врач-уролог Филипп Плотников. Мы ненадолго прервемся и совсем скоро продолжим отвечать на ваши вопросы. Опять сопли снова на больничный. Попробуйте Кагацел. Кагацел начинает работать уже с первых суток приема. А нам-то не поздно? Кагацел можно даже при запоздалом начале лечения. Если заболел, то Кагацел.
праздничной суете сложно выбрать подарки. Давай помогу. А это то, что нужно. В пятом элементе кофемашина DeLonghi с автоматическим капучинатором и цветным сенсорным дисплеем со скидкой 970 рублей. Всего за 2599 рублей. Возможно оплата частями с участием банков-партнеров. Пятый элемент Бай. Эксперт по акциям, заботе и подаркам. Любимый цвет Эстель. Печени нужно лечение? Корсил помогает при хронических токсических поражениях и воспалительных заболеваниях печени. Корсил защищает клетки печени, помогает их восстановлению. Корсил придает печени сил. 5 за 5 и 5 – это не сон, а суперкупон. Каждый день только Бургер Кинг. В кастрюлю засыпаем, 5 минут ожидаем, мясо и много бульона внутри уважаем. Бульварский. Голод побеждаем. При насморке кажется, что у тебя очень большой нос. Это можно исправить. Ксиназол помогает устранить отек слизистой оболочки носа. Ксиназол – местное средство для лечения различных видов ринита. Покупай как царица в Черную пятницу на Озон. Тушь Люкс Визаж от 6 рублей. Набор для опытов Вау-Хау от 17 рублей. Джинсы женские бачети от 74 рублей. Почему халва? Я могу купить что угодно и оплачивать частями 24 месяца. Даже онлайн, даже за границей. Или купить в рассрочку у партнеров без переплат. Захочу – сниму наличные. Захочу – сделаю перевод. И в ЕРИП покупки оплачу. Поэтому я на халве. Это все мне. Вот это цены в соседях! С 26 ноября по 9 декабря. Консервы рыбные шпроты за родину с ключом 160 грамм, всего 3,99. Шампиньоны альвадо резаные 400 грамм, всего 2,99. Кондиционер для белья Перос 1 литр 440 миллилитров, всего 9,99. Соседи, всегда выгодно зайти. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290. Проблема употребления наркотиков больше всего касается молодежи. Те, кто предлагает наркотики, уверяют, после первой дозы не бывает зависимости. Это ошибка. Зависимость возникает сразу после употребления, но избавиться от зависимости так же легко, как снять розовые очки, не получится. Цена впечатлений, вызванных наркотиками, удар по нервной системе, ВИЧ-инфекция, проблемы со здоровьем, смерть. Не впускай в свою жизнь наркотики, не отнимай у себя будущее. Это Фактор Бай. Добрый вечер! Первая битва за победу в прямом эфире. И в следующую пятницу мы увидим и услышим 2045 на Беларуси один участника по имени... Ярушата против профессионалов Громова. Это были цветочки. Дальше предстоит работать, конечно, очень серьезно, потому что там масса задач. Это там их проблемы. Мы просто будем делать то, что умеем делать. Boost Girls против парней Клявера. Переходите на новый уровень. Новый уровень адреналина, нервов. И теперь появляется ответственность коллективная. Я вообще в эйфории. Все впервые. Я тоже в эйфории. Я тоже все впервые. Кто окажется сильнее? Всех хочется моих троих в финале. Постараемся не подвести. А кто покинет Фактор Бай навсегда? Так, слезы вытянут. Все решит талант и зрители. 3, 2, 1. Линии для голосования открыты. Ты один из талантливейших диагностов, которых я встречал в последние годы. Но даже ты не застрахован от ошибки куда более серьезной, чем это. Серая обыденность. Вы кто? Участковый педиатр. Она орет и орет все время. Вы что, не понимаете? Она орет день и ночь. Мне, знаете, иногда кажется, что я попала в какую-то изощренную пыточную. Скрывает страшные тайны. У меня нет такой пациентки, даже адреса такого. Как такое может быть? Ее ребенок пропал. В каком смысле? Она заявила, что его украли. Ее украли. На улице? Отсюда. Из квартиры? Из кроватки. О чем она молчит? Ну так получается, что единственный. Возвращаемся в студию. У нас еще есть время ответить на вопросы, которые подготовили наши гости. У меня брат недавно получил травму. Вывих лодыжки. Ходил в эластичном бинте.
Рекомендовали носить тугую повязку. Но сейчас уже все хорошо, но упражнения делать он все же боится. Какие упражнения и как их нужно делать, если боль и отек уже ушли? На этот вопрос нам поможет ответить инструктор по лечебной физкультуре Виктория Ковалик у нас в студии. Выходите к нам. Выходите к нам тоже. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Вера. Виктория, на самом деле это достаточно частый вопрос, что после травмы человек хочет восстановиться, естественно, он щадит эту поврежденную конечность. Объясните, с чего надо начинать? После того, как вы снимаете повязку, необходимо начинать реабилитацию, так как в дальнейшем, если вы будете избегать нагрузки, вы можете усугубить ситуацию тем, что мышцы атрофируются, может образоваться контрактура, и вообще сгибание самого движения будет нарушено, то есть у нас функция будет утрачена. Поэтому мы начинаем с легкого комплекса ЛФК, в котором будут направлены упражнения на мобилизацию голеностопа, включение в работу ягодичных мышц, а также работу коленных и тазобедренных суставов. Виктория, какой реквизит нам понадобится? Нам понадобится коврик, мячик и резинка. Хорошо. Хорошо, нашей гости я предлагаю разуться и встать на коврик. Комплекс мы начнем с МФР для стоп. Что такое МФР? Расшифруйте. МФР – это миофасциальный релиз, который направлен на расслабление мышц и улучшение кровоснабжения в них. Мы кладем нашу стопу на мяч и начинаем прокатывать ее вдоль. От большого пальчика к пятке, от пятки к центру стопы, да, к пальчикам, затем снова к пятке, к мизинцу и в обратном направлении. Выполняя как бы такие массажные действия. Прокатываем одну стопу. Не больно? Нет. Хорошо, значит, не все так плохо. Виктория, я знаю, есть такие еще мячики с шипами. Они тоже подойдут? Да, они подойдут, но они немного по-разному работают. То есть уже с шипами мячи, они глубже проникают в мышцы. Для начала, когда мы говорим о вывихе лодыжки, будет достаточно вот этого. Потому что шипованные мячи, они сюда пока не идут. Затем мы зажимаем мячик между пяток. Хорошо, мы переходим к мобилизации голеностопа. База – это подъем на носке. Поднялись, опустились. Поднялись, опустились. Снова поднялись, опустились. Хорошо. Когда мы опускаемся, большой палец и мизинец у нас остаются четко на полу. Снова поднялись, опустились. Хорошо. Садимся на пол, одну ногу вытягиваем, вторую сгибаем просто в колени. Хорошо. Мы натягиваем нашу резинку на носок, и вы руками ее хватаете. Ого. После иммобилизации амплитуда будет сокращена. Поэтому пассивно-активное движение – это вы натягиваете резинку и носок, резинка добавит амплитуды, а также растянет вам икроножную мышцу. И затем вы толкаете носок от себя, сопротивляясь резинке, это уже включение мышцы в работу. Снова на себя натянули и от себя. Здесь у нас очень хорошо будет работать голеностоп. Чувствуете натяжение по задней поверхности? Вот. Сколько таких повторений нужно сделать? Ну, на каждую ногу 15-20 повторений, можно в 2 подхода. Хорошо, мы делаем одну, вторую. Можно что-то взять пожестче. Если резинки дома нет, можно взять полотенце, допустим, и тоже сделать мобилизацию. Затем мы поднимаемся, поработаем с коленями. Когда мы приседаем, а у нас будет присед, да, классический, у нас не только колени работают и таз, но и голеностоп. Можете это заметить по амплитуде в голеностопе. Мы сели, колено убежало вперед, соответственно, у меня голеностоп согнулся. Да, только вы, когда садитесь, колени внутрь мы не заваливаем. И встали. Хорошо, чем глубже присед, тем больше у нас мобилизация в голеностопе. Улья так сесть, подожди. Если, например, человек после травмы не может себе это позволить, вы ставите стул и со стула встали, опустились на стул. Я бы еще добавила упражнение на стопы. Надеваем резинку на стопы. Мы же говорим о том, что нам нужно укрепить еще свод стопы. Опускаем резинку, просто надеваем ее на стопы и ставим ноги на ширине таза. Когда у нас происходит вывих, как правило, у нас не срабатывает стретч-рефлекс. Мышцы не включаются в работу, когда нужно сразу. Наши связки не успевают среагировать и сократиться. Поэтому нам нужно поработать над тем, чтобы они как раз-таки окрепли. Мы поднимаемся на носки и давим наши пятки к наружу. То есть смещаем как бы центр тяжести на мизинец. Затем опускаемся. Снова поднялись. Здесь у нас упражнение и на координацию. Видите, как вас шатает, да? Поднялись, опустились. А вот после травмы мышцы наверняка будут очень быстро уставать.
Очень. С какой периодичностью стоит тогда выполнять такой комплекс? Все верно. Мышцы будут уставать, потому что они немного атрофируются. Или много, у кого как, кто насколько подготовлен. Они будут уставать очень быстро, но также они будут и восстанавливаться быстро, если вы будете заниматься регулярно, ежедневно в начале, с небольшого дальше, усложняя его. Ира, все ли вам понятно? Во-первых, были ли сложные эти упражнения? Трудности имелись, конечно. Видите, а у брата еще и травма есть. Поэтому донесите эти упражнения до него. И помните о том, что это важно делать. Может быть, первое время даже позанимайтесь с ним. Спасибо большое. За все советы мы благодарим нашего эксперта, инструктора по лечебной физкультуре Викторию Ковали. Будьте здоровы! До скорых встреч! Время проекта «Здорово здоровым быть» в эфире подошло к завершению. Мы лишь напомним, что ежедневно со вторника по пятницу ведущие и врачи нашего проекта ждут встречи с вами. Увидимся в эфире. Пока. Если в жизни вдруг ненастье, разболелась голова, ты поймешь, какое счастье, человек здоров, когда с первой угадай попытки, что от стресса подойдет. Не таблетки, а улыбки. Улыбнись, и все пройдет. Кто б ты ни был, где б ни шел, запиши карандашом. Очень важно не забыть